Отличное начало стрима. Э, Да, как бы без кота и жизнь не та, не обходится без него ничего. Поэтому Всем, мы с тобой, привет. мы с тобой в эфире. Всем привет, еще немножко подождем, пока народ подтянется. Мы на канале Sword Effect. У нас сегодня был отличный разогрев. Вот, и мы готовы наконец-то ворваться, так сказать, в эфир. А что за разогрев, а то я не в курсе. Ну, я тебе потом расскажу. Вот. А, а как интересно мне сделать так, чтобы у меня не было уведомлений ладно. Я не знаю, это... Да, котика зовут Шелдон, а мою гостью зовут Альфия. Вот у меня, знаешь, вопрос первый странный самый. А это случайно не, псевдоним? Мой Да. или кота. Ну уж очень красиво звучит Альфия Тимир Булатова. Прям вот это. Многие бы поспорили, дорогая моя. Ну, Немало было с этим проблем, в общем-то, но нет, достаточно давно меня перестали об этом спрашивать, хотя раньше... нет, до сих пор как бы говорят, типа, да, серьезно, очень красивый ник, очень так по-эльфийски звучит, а по паспорту как? вот и я туда же, понимаешь. Все у нас работает и ВКонтакте, Ютуб, уху. Отлично. В общем, ребята, сегодня выпуск рубрики «Близкие по духу». Здесь мы обсуждаем не исторический средневековый бой, как обычно, а всех наших друзей, в общем. Всех, кто нам так или иначе рука об руку с нами идет на фестивалях, на всяких масштабных мероприятиях. Мы там постоянно видимся, разве что друг друга не бьем. Хотя я бы, конечно, поспорила. Вот, Альфия, пожалуйста, вот если тебе не сложно, расскажи про себя. Я лучше не представлю, чем ты сама, потому что наверняка ты агент под прикрытием, там что-то еще, но, в общем, что про тебя можно сказать? Марина, можно пока, я прошу прощения, что я тут со своими... Скажи мне, а как, пожалуйста, мне вставить, например, ссылку у себя на странице, потому что меня спрашивают на трансляцию, чтобы это можно было, ну, как бы, чтобы у меня в новостях это появилось, или так не получится? Репост можно сделать прямо с моей стенки. Вот сейчас на моей стенке должен появиться видеоролик, и ты, ну, как бы туда переходишь и жмякаешь репост. Я надеюсь, если кто-то нас уже смотрит, они простят нам. Тык-тык-тык. Ну, Нет, нет. женский стрим и котик вместо 40, в роли 40 кошек. То есть просто перепостить последнюю запись еще раз, да? Э, ну, ты если обновишь страничку, то там прям видео уже, не анонс, который был с утра, а видео. Я, Вот. видимо, не очень умная просто. Можно Каждый хорош в своем. я пока спрошу у тебя, в свою очередь, вопрос. Как мы с тобой познакомились и какое у тебя было первое впечатление, когда мы с тобой познакомились? Мне кажется, я сейчас под какой-то флешмоб из Одноклассников попала. Просто опиши наше знакомство в 2 словах. Нет, я не помню точно где. Я помню, что всегда была с открытым ртом провожала эту женщину на фестивалях, а вот когда тот момент, когда меня тебя представили, я не помню. Вот, возможно, я была в прострации, что это случилось наконец. А? А? Я помню, как мы познакомились. Это было перед автобусом в Калининграде при посадке на битву наций в 2016 году. О, да я вообще была не в себе, чё ты говоришь, это Ну, я заметила, но мы тогда с тобой познакомились. мой первый чемпионат мира. А, Шелдон. Главное, Мгм. чтобы он по клавиатуре не ходил и не оборвал нам что-нибудь. Вот. Ну, ладно, это очень все. Меня просто... Я не подготовилась, я не купила винишко под такие разговоры. Давай попробуем хотя бы что-то серьезное. Я купила. Мне нечем крыть. Вот ты и рассказывай. Ну,
расскажите о себе. Мне сразу мем приходит, знаешь, в голову о том, что я устал знакомиться с новыми людьми, потому что каждый раз приходится рассказывать о себе все заново, и это все порядком уже поднадоело. А, Если кратко, я, наверное, процентов на 70 своего времени адвокат и на 30% организатор мероприятий. Чаще пишу про второе, потому что, про работу долго, сложно и конфиденциально. Поэтому в основном часто все люди спрашивают, а работаю ли я вообще, и а то фестивали, костюмчики, поездки и так далее. Вот поэтому, с 2003 года я занимаюсь исторической реконструкцией. Мой родной клуб, находится в городе Самара, он называется «Легенда». Ты до сих пор состоишь в нем, да? Да, я своему клубу не изменяю. Несмотря на то, что мы находимся далеко, все равно на мероприятия на многие мы выезжаем вместе. А, И, в общем-то, и дружим, и общаемся, и организуем мероприятия вместе, поддерживаем друг друга. Поэтому и наш клуб занимается... Основная тема — это Русь XIII века. Изначально мы выбрали ее как основной период реконструкции. Но у нас есть ответвление. Сейчас уже за этот очень долгий период, с 2003 года, часть людей занимается и 17 веком, и модерном, и ранним средневековьем. Но основное направление и фестиваль, который наш клуб организовывает, «Ратное дело», он по 13 веку. И, в общем-то, вот это основной такой Это период. то, о чем мы на прошлом стриме с Максимом Шевченко говорили. Да, да, это то, о чем с Вальтером он упоминал. Да, и вот с 2011 года мы делаем этот фестиваль в Самаре. Наш клуб и Вальтера клуб, да, ну как бы мы вместе его делаем, но базируется он в Самаре. Класс. Вот Вот. так вот мы уже 2 стрима освещаем деятельность простого самарского клуба. Значит, ну, круто. Мы непростой клуб. Да, очень. Я думаю, сейчас все мои одноклубники, если они будут это смотреть, такие, что? Кто это сказал? Это я сказала, меня можно будет даже где-нибудь найти. Я это в хорошем смысле, что Я ну, понимаю. с большим пиететом отношусь к таким явлениям, когда из ну, провинциальных каких-то субъектов люди Марина, у нас город-миллионник. Плохо. Нет, я имею в виду, что, ну, так или иначе у нас эпицентр Москва-Питер, а вот когда говорят больше про какой-то, ну, это реально круто, там, я не знаю, вот у нас в ВСБ это, например, третий центр фехтования, это Петрозаводск, да, из которого чемпионы мира выросли, и каждый раз это, ну, очень уважаемо, потому что люди явно никуда, так сказать, не пытаясь там свои силы вложить в другой город, они развивают это у себя. Я вот о чем хотела сказать. Я понимаю, я же просто так подкалываю тебя немножко. Ну вот, конечно. Мне кажется, сегодня я адвокат. Ну, как ты пришла вообще в историческую реконструкцию? Вот жила, а потом в 2003 году, видимо, это случилось. Как это произошло? И это очень банальная история. Я думаю, многие люди, которые занимаются реконструкцией достаточно давно, начинают свою историю с фразы о том, что все началось с Толкина. В общем-то, Да. иногда моя мама до сих пор вспоминает с некоторой долей проклятия тот день, когда она мне принесла сначала книжку «Хоббит», там лет, не знаю, 8, 9, 10, может быть, я ее прочитала. А потом я уже пошла сама в книжный магазин, купила «Властелин колец». Вот это вот все, мне это очень нравилось. Я написала 2 научные работы по системе перевода имен собственных в произведениях Толкина, о том, как О, перевести. нифига себе. Тогда я была очень умным ребенком, участвовала в всяких олимпиадах там. И потом как-то в школе один знакомый сказал мне: а ты знаешь, есть такие люди, они собираются в лесах с деревянными мечами и читают друг другу стихи из Толкина. Это просто практически цитата, поэтому я думаю о том, как это сейчас звучит. Я такая, что правда? А я знала, ну, в общем-то, все стихи из произведения Толкина наизусть, конечно, там в английском. Наизусть. Мгм.
Я говорю: "Ой, А, а пожалуйста". сейчас, а сейчас что-нибудь помнишь? Эм, помню, но не будем. Потом отрежут каким-нибудь отрезком, скажут, что вот адвокат тут как бы читает стихи из Толкина, всё плохо. Я за тебя Давайте заступлюсь. санитаров. Все так делали. Вот, и потом, я очень долго просила его познакомить, где же эти ребята. А, но как-то, в общем, там не срослось. Это был год, наверное, 2000 или 2001. Тогда еще в 2001 же или 2 вышел «Властелин колец», в Первым, кино, первым. первом. Вот, а потом другой мой друг, с которым мы и до сих пор очень хорошо дружим и общаемся, позвал меня своим знакомым, который входил в эту ролевую тусовку, просто погулять. Точнее, они не хотели меня звать, поэтому, в общем-то, все сопротивлялось тому, чтобы. Умная, больно, диссертации пишет, что-то там. Они сказали: "Ой, знаешь, мы идем там в подвал, в школу в одну, там грязно, и какие-то люди бьют друг друга дюралевыми палками по голове, тебе не понравится". Я говорю: "Ну почему?" А было нечего делать, там был летние каникулы, еще что-то такое, было в последнем классе школы. Я говорю: "Ребята, ну, пожалуйста, очень хочешь, возьмите меня погулять с собой". И мы пришли в этот подвал, и, собственно, там находился клуб "Легенда". Дальше, я не знаю, я до сих пор не могу ответить себе на вопрос, что меня магнетически оставило там. Потом, кстати, в 2003 или 2004, по-моему, мне первый раз сломали палец. Началась эта коварная тенденция. Да, и мне очень, тоже хотелось, с, дюралевой, значит, палкой бить, по голове Ну подожди, батеньку. а стихи? Не знаю, как-то про стихи потом забыла. Знаешь, с женщинами все время так: "Пойдем, я почитаю тебе стихи", а потом там палки бить по голове, и вроде все нормально. Ну, как-то так вышло. И даже кольчугу, по-моему, какую-то. Первая клепаная кольчуга у меня была, да. В общем. И потом еще у нас были бугурты такие. Сейчас просто про это достаточно смешно рассказывать, как сказал недавно один мой друг, Ну, одноклубник. клёпаная Это платье. кольчуга — это не смешно, это солидно, я насколько знаю, это хорошо. Он говорит, это была дикая реконструкция, как бы, знаешь, как это, дикие 90-е, вот это была дикая реконструкция, тогда можно было все, женщине в бугурт там, и первые суконные платья из бильярдного такого цвета, зеленого сукна. В общем, Это цвет эльфов Оссириан, да, я знаю. да. У меня первое появилось просто в клубе суконное платье, как раз я почему про него вспомнила. У меня есть целая коллекция фотографий, где все, включая мужчин, которые просто вот так подпоясывали, выходили, когда нужно было, как бы, типа, как мы реконструкторы, как будто бы выходить суконным именно. И, в общем, они просили у меня это платье, и разве что не каждый в нем бы отметился так или иначе. И оно до сих пор живо у меня лежит, как когда-нибудь в какой-нибудь музей его отдам. Как платье королевы Лориана, на котором построена вся реконструкция начала нулевых. Ну, в принципе, как будто это что-то плохое. На Профессор, самом деле, и сейчас да, ничего. профессор фактически Библию сочинил, которая в некоторых местах более детализованная, чем источники, например, какие-нибудь на интересные века. И что-то я хотела тебя спросить-то. С научными работами это в институте было? Нет, это было у нас была просто гимназия, ассоциированная при ЮНЕСКО, у нас было очень углубленное изучение английского языка, и мы в последних классах школы писали научные работы уже на английском. То есть прям мы изучали, и нужно было взять тему интересную, и я несколько лет подряд писала такие работы. Первая про Шекспира, по-моему, сонеты Шекспира мне вообще, в принципе, очень нравились стихи всегда, как уже ты поняла, я думаю. А, и сначала я писала, да, про Шекспира, а потом, после того, как я прочитала «Властелин колец», и я прочитала 3 разных перевода, да, я очень то ли я быстро читала, то ли было много свободного времени, и я удивилась, вот знаешь, Бэггинс, Сумкинс, там, Пат Холмс, все эти варианты переводов, и я задалась вопросом, почему это именно так, взяла несколько работ, начала просто сама читать, и на самом деле для меня тогда это показалось легко, потому что когда тебе действительно что-то интересное, все как-то идет без притягивание за уши. То есть я сама читала какие-то диссертации по поводу переводов, вот эти транскрипции, транслитерация с переносом смысла, без переноса смысла, учитывая там как бы фонетику языка, на который это переводится.
с таблицами, которые сопоставлялись имена «Властелин колец» и «Сильмариллиона». В общем, там и даже какую-то грамотку на областном за первое место. В общем, она лежит у меня в Самаре в подборочке, да. Боже, какие еще грани мы сегодня откроем в тебе? Ай, Я была в шаге от того, чтобы не пойти учиться на переводчика на самом деле. То есть я как никогда была. То есть меня звали туда после всех этих работ, сказали, обязательно нужно переводчика, но я не поняла, какая будет перспектива с тем, что я выучу язык еще лучше. И, ну, как бы я не знала, что будет дальше, поэтому я решила, что я пойду на юриста. Артём Сванович спрашивает, где кот Альфия, где же он? Я его Ну, он вернется, я думаю, как только мы начнем обязательно. Мы говорить. можем... Марин, я могу тебе кота в стрим выдать, как бы. Хочешь стрим с котом? Я вообще буду молчать, он будет так сидеть. Да я уже поняла, что все на кота пришли посмотреть, на самом деле. Но мы тут, с вашего позволения, поговорим немножко. Вот ты сказала, история банальная. То есть можно ли таким образом сказать, что в реконструкцию приходит через фэнтези зачастую? Сейчас не знаю, но для того времени многие из моих одноклубников просто часто мы играли в такую игру «Анонимный реконструктор», знаешь, когда на фестивале вечером, ну, пир какой-то, ну, обычно небольшом фестивале, каждый по кругу начинал рассказывать историю, как он пришел в реконструкцию, поэтому очень много историй знаю. То есть каждый по очереди говорил, как бы, меня зовут там Василий, и я пришел в реконструкцию вот так-то. И рассказывал свою историю. И, в общем-то, достаточно много историй начинались с того, что был интерес к фэнтези, к ролевым играм, и часть клубов перешла из ролевых игр в реконструкцию, часть и ту в себе грань совмещает, поэтому, в общем-то, просто тогда ролевое движение, на мой взгляд, было более массовым, ну и более дешевым, наверное. Мейнстрим, как сейчас принято говорить. Да, да. А потом уже все остальное. Вот А так вот. почему вот люди не остались ролевиками, не стали углубляться в детали пошива там эльфийских костюмов, а решили вот именно реконструкцией заняться, именно историей нашей уже? Мне кажется, довольно сложный вопрос, потому что это было как, ну, в потоке таким движением. То есть я бы не сказала, что мы на самом деле собирались и решали, именно какой период реконструкции мы будем, ну, для себя какой период мы определим для себя как основной. Для нас это было такое сознательное решение, потому что реконструкция казалась более серьезным, более вдумчивым, может быть, каким-то более взрослым, что ли, занятием. Ну, это мои ощущения личные, многие могут не согласиться. Я вообще практически не застала период ролевых игр. Я была на 2-3 играх в своей жизни и, в общем-то, немного даже жалею об этом. Я в прошлом году хотела с вами поехать в вашу команду чудесную, к сожалению, не получилось. Или в позапрошлом. В прошлом. На какую игру ты скажи? «Черный отряд». Да-да, в прошлом году было. Да. Поэтому я практически не застала этот период. И когда я появилась в клубе, ну, как бы все занимались, еще была, по-моему, зима, то есть выездов особо не было тогда. Вообще первая моя поездка была на Волжский конвент ролевых игр, и я 9 лет подряд туда ездила ради больше тусовки, чем реконструкции. И, в общем-то, потом, ну, я пытаюсь вспомнить просто, на что я ездила, в принципе, на «Хишки», и это была для нас очень крутая по уровню организации игра. Мы там заехали за неделю, устроили неделю крепость. Это был первый, единственный, наверное, последний раз, когда целую неделю готовила еду в Господи, у лагере. меня сейчас слезы начнут наворачиваться, потому что, похоже, ролевой сезон, все. Вот. И тогда, да, я помню, просто одна из моих таких, ну, не то чтобы инициатив, но я занималась еще общественной разной работой в Самаре, и мне хотелось, чтобы мы поучаствовали в конкурсе проектов для детей и немного там денег подзаработали. Но нужно было, конечно, чтобы это было связано с историей. Мы покажем детям эльфов, ну, как-то не очень звучит, да, поэтому, но это было не только, то есть я не хочу сказать, что это вот там я как-то что-то поменяла. То есть это было такое, синергия такая, что люди понимали, что они хотят заниматься историей,
Плюс был спрос на то, что мы хотели сделать именно Русь, чтобы в том числе участвовать в каких-то проектах, и нам это было близко. И, в общем-то, весь клуб выбрал направление именно 13 века, а, например, не 14 бугуртного условно уже в тот период, Ну, и ну не более перестань. и более раннего, потому что ранятина, викинги уже тогда было массовым явлением, так как мы все-таки, соглашусь с тобой, город провинциальный до нас таким немножечко опозданием доходило, то мы занялись, когда уже Ранятникову было достаточно, а мы хотели быть уникальным клубом. Я думаю даже, что нам это удалось. И сделать именно качественную реконструкцию Руси 13 века, расцвет. Вот в прошлом году площадку, которую я делала на временах и эпохах, называлась «Русь Средневековье. Расцвет», то есть именно период до Монгольской Руси, всех кладов 12-13 века, такой, ну, дорого-богато, что А называется. давай посмотрим. По-моему, у меня же ролик, да, есть про это. Кот, кстати, носится там, очень весело. Так, Давай посмотрим. вот сейчас потише сделаю Раз тогда. говоришь, что меч твой верный свидетель. Вот этот весь ролевой момент. Во времена Ярослава, докажи правду свою мечом. Все это еще раз где происходит? Я просто ничего не вижу, поэтому... Тот ролик, который с времена и эпохи, и где ты вещаешь, координатор площадки Русь Средневековья. Это было на улице Святоозерской. В общем-то, это совсем не близко к центру. Это спальный район Москвы. Мгм. И по застройке это комплексная площадка, то есть она деревянная в таком а-ля русском стиле. У нас были домики, у нас был даже роллер-дром в форме ладьи. И мы делали там и мастер-классы различные, танцы, сценки по Руси 13 века. А давай послушаем, что ты тут говоришь. 15 век Может, не надо? это расцвет Руси Я не перед помню. татаро-монгольским игом. Период, когда была в расцвете демографическая обстановка, когда был расцвет ремесел. Девчат, кому приданное шьете? Мою фамилию, я смотрю, там, как всегда, правильно Да написали. небось, замуж собралась. Ну, Катюш, за кого собралась? Мы еще не объявили. Ну тут много таких вот именно, Ткацким крестьянским Я- станком. опять не побоюсь этого слова, ролевых моментов. Ну, да, потому что все-таки я бы не сказала, что это и ролик, и фестиваль. Это фестиваль истории, но не фестиваль исторической реконструкции в том смысле, что он не ради, не для и в целях продвижения реконструкции, а именно это Ну, еще не все посмотрели, работа но по, вот, есть возможность... скажем так, я не знаю, как это правильно, для того, чтобы показать обычным людям, какая может быть история. Ну, людям, которые не связаны с реконструкцией. Это аниматорство, в общем-то, по большому счету, только от людей, которые не актеры профессиональные, а которые занимаются либо ремеслом, либо музыкой, либо военной частью. И, конечно, на самом деле было достаточно, такое сопротивление небольшое, потому что реконструкторы тему с и показушностью такой, что нужно что-то отрепетировать, не очень любят, потому что как раз это такое наигранное, это... Ну чё мы как лохи, что ли, как скоморохи там будем скакать, типа того. Верно, потому что это же не реконструкция, это, клюква, условно говоря, что как бы вот там бой ты еси, добрый молодец, хлопец там поды-сюды, и вот это вот все. Поэтому, конечно, это некоторая доля компромисса между тем, что люди хотят увидеть, потому что просто смотреть на доспех неинтересно, хочется. И детям, конечно же, нужно показывать что-то яркое, чтобы они это запоминали, чтобы для них это было ожившей историей. В общем-то, наша задача в том, чтобы оживить историю в моменте и сделать это достаточно ярко в ремесле, в бою, чтобы они понимали, что это князь сидит, что это воины, что это какой-то турнир. В общем-то, я думаю, ролевой элемент много где присутствует на самом деле. Ну это один из, как сказать, элементов возможностей, путей популяризации, потому что если мы все будем угрюмо сидеть там, реконструировать пещерный век и кидаться там на людей, например, я не знаю, чего, кидаться в них костями,
Вот, это будет офигенная реконструкция, но вряд ли это далеко пойдет куда-то. Поэтому я тоже сама с удовольствием участвую в каких-то там показухах и прочем. Вот. Особенно нравится, когда дети интересуются. Вот это, пожалуй, наверное, одно из тех, что мотивирует больше всего. Я думаю, многие со мной согласятся. Вот этот живой интерес, там восторг какой-то в глазах, оно прям... Так, медведь на цепи. Артём спрашивает, ладно, хрен с ним с котом, где Динар? Это риторический вопрос, мне кажется. Так. Какая вот у тебя... Нет, это мы потом к этому перейдем, слишком сложный вопрос, наверное. Вот расскажи про женский путь в реконструкции, вот чисто женский, поскольку ты Я не знаю. не совсем типичный представитель там, как сказать, ты и сражалась, и, насколько я знаю, и про быт много очень можешь рассказать, и сама в этом всем варишься. Вот, как обычно, ну, ты же видела, как это происходит? Чем обычно женщины занимаются на фестивалях? Вот обычно, не знаю, 13 века того же. Все женщины, которых я знаю и которые долго в реконструкции, они, конечно, по-своему уникальны. Сказать, что есть какой-то чисто женский путь и что есть там условно женщина твое место около котла или прочее, это все такое. Я думаю, что у женщины, в принципе, как у мужчины, у меня в голове мало деления, если честно, на такой вот по гендерному признаку, потому что реконструкция увлечение, которое дает тебе возможность изучить такое большое количество навыков, причем начиная от прикладных и заканчивая организаторскими, какими-то условно тем, что можно сделать для реконструкции, и в реконструкции, и для реконструкции, что вообще не ограничивается. У нас в клубе большое количество девушек, женщин, которые занимаются организаторскими вопросами. Сейчас у нас есть главная женщина клуба Светлана Соколова, которая как мама, я ей, в общем-то... Это прям должность такая, то есть... Мне кажется, это просто очевидно для любого, кто приходит в наш клуб или лагерь, что и вместе с ней еще есть Ирина Крюкова, они сделали музей, называется «Мужи», музей живой истории в Самаре, которые водят в том числе детишек, экскурсии и развивают таким образом наше увлечение. Всегда помогают делать что-то по организации. Сами владеют огромным количеством разных ремесел, то есть это все, что касается шитья, источников, обучить новичков, привести кого-то в клуб, танцевать, подобрать какую-то музыку на фестивале или музыкантов посоветовать, провести, у нас был там мастер-класс по даже такой вопрос о том, как носить правильно головной убор, платок или брус, он может затянуться на лекцию в 1,5-2 часа, потому что это не просто берешь кусок ткани, наматываешь на голову. В общем, поэтому я думаю, что женский, наверное, как и мужской путь в реконструкции. Тоже я знаю многих мужчин, которые непосредственно не воюют и занимаются тоже либо ремеслом, либо организацией. Очень много вопросов. Я думаю, что главное – это интерес. И, как тоже у нас часто говорят в клубе, без нашего казино просто так не уходит. Поэтому я думаю, что человек, однажды влюбившись и оказавшись в реконструкции, и найдя тех людей, которые разделяют его увлечение, очень сложно потом... я знаю очень мало примеров, чтобы люди надолго приходили и потом как-то исчезали, потому что это очень многогранное. То есть можно походить на пилатес, и тебе через полгода надоест или еще, но придя в реконструкцию, ты можешь шить, потом лепить горшки, потом, не знаю, скакать. Голову рубить. Да. Во всех смыслах. И как королева, голову с плеч и так далее. И то есть, если я тебя правильно поняла, женщины в реконструкции в основном, да, мы не берем сейчас боевые какие-то они отдыхают на фестивале, когда берутся за поварёшку и за что-то там, потому что они делают вот эту всю административную работу.
отдыхом это очень сложно назвать, потому что потом, в принципе, если ты чем-то активно на фестивале занимаешься, ты после него отдыхаешь, потому что в любом случае это перестройка. Вот и кот, кто-то скучал по коту. Давай, идем сюда. Это перестройка из того, чтобы из современной жизни, если это многодневный фестиваль, наладить, быть там, готовить еду. Потом у тебя выгорает нос обязательно, несмотря на крем с SPF-фактором 50. Потом там что-нибудь теряется. Потом мужчин постоянно надо кормить, водить на войну, они что-нибудь забывают. Вот за ними надо следить. Поэтому женщины, я думаю, гораздо отдыхают на фестивале. Опять-таки, сказать, что я думаю, что без женщин у нас, например, ставить лагерь. Когда у нас приезжает на фестиваль наш клуб, это обычно такая целая лагерь, потому что огромные тенты, шатры, то если бы не женщины, я думаю, он бы не ставился никогда, потому что этот ор слышно обычно еще за 2 километра. Если мы приезжаем ночью, то, в общем... Но зато к утру все стоит, все потом накормлены, все продукты куплены по списку. Потом, правда, все говорят, что очень устали, но никто не отдыхает. Нам тут первый донат прислали. Не поверишь. Да, я хочу напомнить, что у нас есть возможность задонатить аж на разные цели. Вот сегодня нам задонатили уже на 5 минуточек, так что нам придется задержаться. Вот. Есть еще в целом на развитие канала. Если вы перейдете по ссылке доната, там будет возможность выбрать. А можно даже задать вопрос в прямом эфире. Никто еще никогда этого не делал, я имею в виду голосом. Вот. Мне любопытно, как это работает. Однажды кто-нибудь, я верю, справится с алгоритмами, и мы его услышим. Что-то я так это слушаю и думаю, что женщинам сложнее, чем мужчинам. Так нечестно, мне кажется. Что-то дофига всего как-то. Ну. Все как жизнь. А мужчины занимаются действительно важными вопросами, да? Кто станет следующим конунгом? На кого пойти войной? Обсудить сплетни, у кого дырка. Так, у меня вот вопрос, не знаю, возможно, ты мне сможешь на него ответить. Как помечают кольчуги? Вот кольчуга. Что делают? Помечают кольчуги. Вот чья это кольчуга, чтобы узнать, не надеть чужую, например. Наверняка женщины больше об этом знают, чем мужчины. Что-то мне подсказывает, что именно они выбирают, какая именно его. Ну, на самом деле, я знаю ситуацию. Мы в клуб как-то заказывали 4 почти одинаковые клепанные кольчуги, и в какой-то момент, да, 2 из них по ощущениям перепутались, потому что они были примерно одинакового размера. Но чаще всего доспехи складывают рядом со своим щитом, либо на щит, то есть раздеваются в каком-то определенном месте, а чаще у своей палатки, то есть редко, да, кто-то прям в поле начинает там как бы, так скажем. Поэтому чаще всего, раздеваясь просто в одном месте, можно не перепутать ни кольчугу, там, ни трусы, не знаю. Так обычно иногда бывают латунные, например, какие-то, ну, например, у одного есть по подолу какие-нибудь кольца, или вот это вот тут дырка там расклепалась, это именно моя кольчуга, ворот больше. По размеру часто они отличаются, потому что мужчины очень разные по параметрам и габаритам. По степени заржавчины, как это сказать? Ну, в общем... Ну, в принципе, да, понятно. Ну, значит, каким-то деталям и мелочам. Просто вопрос актуальный. Ну да, потому что если ее развернуть, и она примерно одинакового размера, чтобы они прям были совсем одинаковые, не бывает. Длиннее рукав, меньше рукав. Ну, в общем, такие детали. Ну, давай сейчас к острому вопросу подойдем. Мы про женский путь, ну, среднестатистический в реконструкции там ранних веков, ну, женственных, так скажем, именно сфер, мы его осветили немножко, а вот, насколько я знаю, ты особо-то с поварёшкой не стоишь. И как это, с веретеном тоже не сидишь, не рассказываешь, как чего повязывать платки. В основном ты играешь роль, если можно так сказать, цариц, боярынь и как это еще по-русски сказать. Вот. Хотела... Сказать, что я обычно сижу и ничего не делаю. Сидеть с красивым статным видом — это тоже талант. Это не каждый может. Я, например, не могу. Поэтому
Вот, это, я бы сказала даже, что это определенный Нет, это происходит не так. Ну, в смысле, что иногда на фотографиях меня просят немножко посидеть на одном месте. М, Но, в общем, нет, ну, на самом деле, на большинстве фестивалей, наверное, на 9 из 10 фестивалей в сезон я работаю в последнее время. Я как бы недавно задумалась как раз об этом, что я практически не езжу на фестивали отдыхать. И поэтому немножко отношение на самом деле меняется. В прошлом сезоне единственный фестиваль, где я отдыхала, был Русборг. Открытие сезона такие силы, ну, дает сил, знаешь, на 4 дня приезжаешь, дышишь реконструкцией, а потом работать дальше до конца сезона, потому что там и в Ульяновске, и в Гнездово, и «Времена эпохи», и разные проекты, на которых я работаю, они, в общем-то, и они тянутся, на самом деле, практически весь год. То есть ты же не 2 дня готовишь мероприятие, но начинается подготовка уже с января, иногда даже раньше, тянется до фестиваля, после фестиваля собирается фидбэк, работа над ошибками, прочее, немножечко Новый год, и дальше все заново. И так уже из года в год с 11-го, да, я как-то считала, что больше 50, в общем, больше чем в 50 проектах и фестивалей я была организатором, вот. Поэтому отдыхать, ну, не знаю. Ну, то есть, так как реконструкция все-таки интересная, я делаю костюм, например, на «Временах эпох» этот ролик как был снят, нам договорились, что приедут журналисты, кто делал этот ролик. У меня очень давно был вот этот очелье с колтами на 13 век, которое я несколько лет, мы списывали с ювелиром, готовили это как проект, потому что это моя мечта 15 лет в реконструкции, сделать именно этот киевский клад. И там у меня было что-то не готово, мне пришивали это на ходу, и я одевалась, в общем-то, ну, раза 3 на фестивале я быстренько одевалась, мы что-то фотографировали, снимали, и, в общем, дальше я куда-то убегала. Поэтому не хочется жаловаться, потому что, наверное, если бы мне это не нравилось, я бы это не делала, но хотелось бы очень съездить на действительно интересный фестиваль участникам. А почему так сложно реализовать эту мечту? В прошлом году, например, я собиралась на Волин. Многие скажут, что это не совсем фестиваль реконструкции, да, просто это старейший, он такой знаковый, я ни разу на нем не была. В прошлом году у меня не получилось это реализовать, я собиралась в этом году, и что-то мне подсказывает, что и в этом году, скорее всего, не получится это сделать. Из российских мероприятий я просто была, ну, наверное, практически на всех. То есть у меня был как-то год, это был 15-й год, и мы съездили, по-моему, на 17 мероприятий с мая по конец сентября. То есть, в общем-то, не знаю, вот если сходу кто-нибудь назовет мне мероприятие, ну, достаточно крупное, на котором я не... Ну, я не была, например, на Абалакском поле, это в Сибири, потому что именно в эти даты у меня проходит Волжский путь, мой в Ульяновске, который я провожу, фестиваль, поэтому ни разу не доехала вот до ребят, например, в Абалаке, да. То есть тебе интересно поучаствовать именно в том фестивале, в котором ты не была как участник? Ну, в том числе, да, потому что из знаковых и крупных это, наверное, вот Русборг, на которых я и так езжу участником, и, в общем-то, ну, это открытие сезона, скажем так, это невозможно не поехать. Ну, в Пензе проходил вот ежегодный Сечень, например, фестиваль. Правда, тоже там из-за пересечения с Реконом там пару последних раз мне не удавалось в него попадать. Чаще это какие-то небольшие такие дружеские пиры, мероприятия. Вот в Казани я к ребятам очень давно хочу доехать на Ихальсинг в сентябре, даже уже в прошлом году совсем обещала, мне очень стыдно, что я никак к ним не приеду. В принципе, есть, но совмещать и большое количество мероприятий, на которых я работаю, и работу мою обычную, она, напомню, сначала у меня все-таки есть, это достаточно сложно. Спасибо еще за донат. Мы с тобой на пару кружек кофе сегодня надонатили. Мне такое еще впечатление, что нет более полного календаря событий реконструкторских мероприятий, чем у тебя в голове. Такое ощущение, что знаешь их все. Но мы немножко, как сказать, углубляемся
вот просят сплетни, скандалы, интриги, чибис. А каких ты хочешь? Ты подкидывай идеи, мы готовы. Да, да, любые вопросы. Еще уже почти 45 минут прошло. Дмитрий Большаков говорит: княгиня, приветствую, низкий поклон. Прям уважаемо. В пояс. Так, и вот это вот, вернемся к роли княгини, которую ты, ну уж я не знаю, так, видимо, так повелось, да, что у тебя то ли качество костюмов соответствующее, то ли его статус. Вот почему выбирают тебя именно на эту роль для мероприятий? Ну нет, не так много. Мне кажется, прям ты меня перехваливаешь. Не то чтобы... На самом деле, в этом ролике просто так, который вот мы смотрели со времен эпохи, я была координатором площадки, поэтому меня интервью брали, я была в костюме. На самом деле у нас как бы и князь, и княгиня-то были Света с Максимом из клуба. Я, в общем-то, когда лицом поработала. Всё, я так... Потом в Гнездово, опять-таки, я организатор, и, ну да, у меня обычно хороший уровень костюмов, достаточно, статусный, скажем так. Ну, вот почему-то люди так называют, я не знаю. А сейчас вот такой, знаешь, змеиное гнездо немножко потревожим. Есть ли какое-то особое отношение вот вне фестиваля из-за того, что вот по статусу вы на фестивале играете разные роли? Например, между девочками. Бывает Нет. такое? Или там, не знаю, не сшила платок и не пацан там, или как это? Но я знаю, что в некоторых клубах есть определенная ранговая система, что есть... Я не знаю, как это правильно называется у них, просто у нас в клубе такого нет. Это и даже ролевых моделей нет. И более того, мы просто так долго дружим, не внутри клубно, не какие-то вот эти ролевые, назовем так, модели, а мы так давно дружим, мы общаемся вне реконструкции часто и по обычным вопросам, и на какие-то жизненные темы, и в Самаре встречаемся, и там на Новый год. Ну, то есть это далеко за пределы реконструкции наше общение с большей частью там, моих одноклубников и друзей, что я вообще не могу сказать, что у нас есть какая-то такая система. Может быть, с новичками сейчас что-то практикуется, что они должны как-то там рубашку шить, штаны, наверное, что-то есть такое, чтобы поехать на первый фестиваль, у тебя должен быть какой-то минимальный комплект. Ну, это, в общем-то, здраво. Но для тех людей, которые давно, этого нет. Хотя есть клубы, где, да, нужно там, что если ты только пришел в клуб, у тебя может быть платье, не знаю, поршни, то-то, то-то, то-то. Если ты там столько-то лет в клубе, у тебя уже может меч появиться. То есть есть клубы, где, если ты еще несколько лет не пробовал в клубе, ты не можешь там меч себе купить, например. Карьерный рост. Ну, в общем, да, такой средневековый карьерный. А слово карьер. Так, давай попробуем придерживаться плана. Друзья, я напоминаю, что вы можете прям задавать вопросы, подкидывайте идеи. Мы тут все люди подготовленные, мы с удовольствием обмусолим всякие те самые. Да, очень бы хотелось на что-нибудь ответить. Так, ну давай попробуем. Сейчас. Вот, у меня вопрос был, есть ли элементы костюма, которые ты носишь в повседневной жизни? Вот ты сказал, много труда, там, не знаю, средств в ювелирку. Это мы и выяснили еще в стриме с Костей и с Максимом. Везде, во всей эпохе ювелирка, она прям очень бьет по карману. Не жалко ли ее надевать только на фестивале? Почему бы не носить в повседневной жизни? Ой, я сейчас покажу предмет из реконструкции, который я использую каждый день. 2 секунды. Вот смотрите, у меня есть кувшин. Так. Он из Метрополитен музеум. Это точная копия кувшина на Италию на 15 век. Я купила его на турнире Святого Георгия за 6000 рублей. Божечки. И он постоял немножечко на полке, и потом я поняла, что следующее мероприятие на 15 век непонятно когда, а 6 тысяч рублей сами как-то себя не украсят. В общем, я решила пить из него воду на кухне, потому что это красиво, эстетично,
и практично. Вот. А кто вот людям, которые делают точную копию кувшина из Метрополитена, кто им как бы это сертификат какой-то, типа вот патентованный Ну, кувшин? конечно же, со слов. И я думаю, что есть каталоги, где описаны размеры, достаточно точные в сантиметрах и прочее. Вот кот покушается на кувшин. И они Сейчас немножко 6 тысяч может перестать существовать. И нам придется на донате собирать, понимаешь? кота нового. На кувшин. Мгм. Так, Ну и, конечно, ювелирка, да, то есть браслеты, ночь. сережечки, колечечки. А какие-нибудь вот, кроме ювелирки, да, ювелирку я сама даже иногда ношу, хотя я не знаю, насколько у меня конструкторская достоверность, там, уровень. Э, Какие-то другие элементы одежды, например, там платки, что-то еще. Бывает такое, что ты в повседневной жизни их используешь? Наверное, нет. Они все такие красивые. Да, Все очень красивое, очень много места занимает. давайте посмотрим, я вот прям полюбуемся сейчас. Костюмы Альфии у нас следующая тема. О, блин, Вообще, как мне тоже посмотреть? Я тоже хочу посмотреть. я немножко буду подольше его держать на экране, чтобы ты успела отследить и рассказать, например, по чуть-чуть. Но не прям не вдавайся в подробности, а буквально там Но если что, ты мне опишешь, да? Потому что телефон у меня почему-то, ну, он не хочет видео показывать. век эпоха. Блин. Хотя, знаешь, если я закрою скайп, ну, точнее, не совсем закрою, Нет, сейчас я... не закроешь, а я тебе сейчас продемонстрирую экран. Давай так попробуем. Вот так. Сейчас я вернусь в скайп обратно. Да, это предыдущая версия моего костюма на Русь 13 век, но, правда, здесь у меня не хватает нижней рубашки с воротником. Но это мы никому не скажем, это очень пикантная подробность. Просто это было открытие фестиваля, и нужно было очень быстро туда бежать. А одеваться, на самом деле, вот тоже у тебя в каком-то стриме было про то, что вот этот процесс как бы одевания-раздевания мужчин на войну, знаешь, одеться на фестиваль, когда у тебя нижняя, верхняя, еще одна нижняя, платок, колты, браслеты, и вот это вот все тоже, в общем, не так просто. Это какая эпоха? Тоже Русь, просто ранее, да? Да, это 13 век. Здесь есть небольшое сочетание. Это ткань. Ее делала Настя Булавка из Магнитогорска по заказу. Ну, в смысле, что это ее проект восстановления ткани из склада Владимира. Достаточно свежий клад 2008 года. И там был на Русь 13 век самое сложное — это находки ткани, потому что их практически нет, сохранившихся достаточно хорошо, и поэтому большая часть текстильных вещей — это такое понимание, что если есть находки 9 и 15 века, то, скорее всего, в 13 веке тоже вот такой-то, такой-то крой, плюс еще ряд других письменных и изобразительных источников. Но здесь во Владимире был найден как бы клад, в нем в этот кусок ткани было завернуто еще достаточно большое количество разного серебра. И Настя сделала много этой ткани, и я, в общем, как очень жадная вот эта вот картинка у меня на странице была, жаба такая в этом боке. Да-да-да. Потратила тогда свою зарплату на шелк, выкупила ее почти весь кусок на платье целиком, потому что, в общем-то, при большом количестве украшений однородный шелк смотрится не очень богато, а здесь возможность вот этих розеток, они на солнце очень так прикольно золотом отливают, да. Ой, мы уже тут, да, все немножко заливаем клавиатуру. У меня вопрос, как вот находят какой-то источник, находят материальный клад, вот как ты рассказала, как это поступает информация к ремесленникам вплоть до деталей? В любом случае изначально нужна публикация. То есть, конечно, есть большое количество археологических находок, которые долго не публикуются, и мы про это говорим. Это проблема, потому что очень длительный процесс от того момента, когда вещь или клад найден, и до того момента, когда есть официальная публикация о том, что это, где, там, датировки и прочее. Очень большой анализ происходит, работа между этими двумя.
и до многого не доходят руки ученых, ну или точнее очень медленно, потому что ресурсов не хватает, и проходят годы часто между тем, что что-то находится непосредственно и публикуется официально. Описывается либо в специальных каталогах, либо в статьях. Ученые, археологи пишут буквально до переплетения нитей. Ну, я думаю, у нас есть и есть известные весьма, там, такие как Карфинская, например, которые пишут много именно по текстилю, переплетение, как это было, что, как выглядело, чем, скорее всего, если есть какие-то стыки, швы, то можно описать, как это, скорее всего, использовалось, или нельзя описать, как это использовалось. Ну и также с какими-то ювелирными элементами, но их на Русь 12-13 века найдено в огромном количестве, поэтому с ювелирными предметами вопроса как раз нет, потому что кладов в Киеве, в Новгороде, в общем, их с лихвой. И в Рязани старые рязанские клады известные. Звучит как Но громко просто. У тебя тут вот, но вопрос, да, очень тяжело. Одна картинка и сразу куча вопросов. Шелк с золотым шитьем, а исподнее было на Руси 13 века? И какая там была обувь? по обуви есть такой тоже достаточно известный ученый Дмитрий Осипов. Он написал именно по Руси, описал находки, и ценны именно те ученые, которые пишут целиком, то есть описывая не конкретно, а именно какую-то систематизируя все знания, ведут аналитическую работу и даже могут высказывать некие предположения, то есть с определенной долей вероятности было что-то, могло ли использоваться в тот или иной период или нет. Поэтому по обуви, по общему, скажем так, мнению, были ботинки, опять-таки найдены красивые элементы, вышитые чаще всего, потому что металл сохраняется лучше всего, поэтому есть с металлическими элементами вышивки, там, серебром вышитые, шелком вышитые ботинки женские, в том числе у меня, например, ну, здесь не видно, из Киева, и в Киевском музее хранится прям целый полуботинок, условно, вышитый шелком причем понятно, какого цвета был ботинок, какого цвета были нити. Найдены сапоги на мужчин, на женщин именно как сапоги не найдены. Опять-таки, это целая работа, сопоставление того скелета, возраста, костяка. То есть этим занимаются ученые. Мы можем выводы их использовать. То есть о том, что, скорее всего, женщинами сапоги не носились, только носились мужчинами. Поэтому вот мы используем как бы женские ботинки, мужские сапоги. Ну, есть более простой вариант обуви, это поршни. Лапти, кстати, что странно, практически никто на фестивалях не использует лапти, хотя доказано, что это тоже такой элемент обуви. А лапти вообще насколько долговечные? Я перебью. Не знаю. Не пробовала. Ну, княгини лапти не носят, я поняла. Если кто-то лапти использовал, любопытно, насколько они долговечные. Вот если их не использовать при крестьянском там труде регулярном, если вы их используете в костюме, уважаемые реконструкторы, расскажите, пожалуйста, очень интересно. Мне тоже очень интересно. Как оно там у холопов? Простите. Так, вернемся. Костюм. Да. Ну, смотря что имеется в виду, нижние нательные рубашки, да. Ну, вот здесь на этой фотографии на мне шелковая исподняя, носится обычно тоже, ну, льняное, для побогаче шелк используется, потому что, в общем-то, шелк имеет очень много и, я не знаю, как это правильно сказать, антибактериальных, что ли, в общем, в шелке не заводятся вши. У нас даже был как-то такой достаточно известный вопрос, что золотоордынцы первыми придумали на переправах, ну и на переправах, которые они тоже первыми придумали, где меняют коней, использовать там шелковое белье, шелковые простыни, но далеко не потому, что было очень много денег, а потому что там постоянно спали новые люди, можно было его не стирать, потому что там не заводятся вши, и, соответственно, оно обладает некоторыми такими вот свойствами. Антисептически. Да, модное сейчас слово. Интересно, поэтому. Интересно, вот это я вообще первый раз слышу. Так, что мы там еще преисподней поговорили, чем красили. Ну, в принципе, тут наши замечательные зрители воспринимают отсылки к книгам, которые можно прочитать, и мы можем особо сейчас не углубляться. Они у нас молодцы. Хорошо. Вот.
Давай еще посмотрим какой-нибудь костюмчик. Ну, это что-то простое, да? Да, это с Волжского пути фотография. Я могла тебе получше фотографии. А я тебя просила, а ты такая, ну, типа, что-то забила, У короче. меня даже целая подборка самых красивых фотографий была. Скидывай сейчас, я их ну, если... А, Это с Волжского пути, у меня не очень довольное лицо, и, в принципе, здесь не очень много правил. Ну, как бы платок повязан просто из удобства. Это был день, когда с 8 утра и до 12 ночи шел дождь. Я, как сейчас помню, это был достаточно грустный для меня фестиваль, потому что было, ну, как бы очень хотелось, чтобы он прошел успешно, но в 8 утра зарядил такой мелкодисперсный дождик, и он не прекращался просто целый день. Поэтому просто платок говорят, что это не очень правильный способ на Скандинавию повязывать платок. Такие, ну, в форме так, тюрбанообразный, но просто это удобно, и это мой любимый платок. Здесь у меня плащ и шерстяная рубаха, все из шерсти, просто потому что шерсть хуже пропускает воду, и, в принципе, очень плотная на мне ткань, чтобы вечером снять ее, и кругом пахло собакой такой, от мокрой шерсти. Так, Вот. еще, что мы там еще посмотрим? Мгм. Из такого красивого. Вот это вот. Вот. Там же не видно самое главное. Сапог на голове, да, у меня- я очень торопилась, когда скачивала, но на самом деле, да, это, ну ты расскажи, вот регион просто примерно Все, хотя бы да, все знают, я думаю, это костюм, он даже недавно фигурировал в сказке, да? фигурировал в народном, точнее, не в народном творчестве, тоже очень любимый мной клуб «Черная щука». Мне даже потом, ну, некоторые писали, спрашивали, а что ты там делала, мы не очень поняли. Все, вроде ничего плохого про тебя не сказали, да? Или нет? А то что-то не очень... Я такая, ну, я там всех защищала. Ты талисман всего движения исторической реконструкции, как минимум. На самом деле, ребята такие молодцы, просто это было так приятно смотреть и смешно во многих моментах, не только про себя, конечно, но и вообще целиком вообще их театр обожаю. На Русборге смотрела и себе записала, и даже пересматриваю иногда, потому Да, что, да уж который год они, получается, проводят эту да, да, замечательную потому что это прям мероприятие. шедеврально смотрится, и такое на острие. Есть остросоциальные темы, а это вот остро-реконструкторские такие начинания. Костюм золотоордынский тоже, собственно, периода примерно того же, только скорее 13-14 века. Он полностью шелковый. Часто спрашивают, на самом деле, почему мало реконструкторов Золотой Орды. Скажу свое мнение, ну, не знаю, просто многие могут не согласиться, или кто-то может не согласиться. Я думаю, что это потому, что это очень дорого. То есть все в правильном костюме на Золотую Орду это дорого, потому что все шелковое. У меня под этими двумя халатами у меня шелковое нижнее белье, которое состоит из шелковых штанишек, шелковые рубашки с таким специальным, ну, с запахом и с 3 видами отделки, и на рукавах 3 полосочки отделки. И здесь специально сложные достаточно, то есть в отличие от туникообразного кроя, который используется на Руси и в Скандинавии, здесь все сложно, халаты с оборками, с строчками, ну, в общем, рукава такие, то есть, в общем, это все очень непросто шить, плюс много деталей, как вариантов отделки. Здесь у меня не хватает еще слоя отделки на нижнем халате, но при этом ткань это достаточно правильная. Как, в общем-то, Ольга Вячеславовна говорила, что при реконструкции Золотой Орды однотонный шелк использовать, ну, не очень правильно, хотя и это не полная реконструкция, потому что при исследовании текстиля большая часть находок на Золотую Орду содержит реально золотные нити. Я помню, когда читалась лекция на Куликовом поле по текстилю, именно показывались вот такое переплетение, здесь такой-то рисунок, здесь золотые нити, там золотые нити, здесь 5 там на 10, я условно говорю, золотых нитей. И кто-то такой спрашивает, а что это? И это все золото? И так сказали, да, деточка, а это же не просто так называлось Золотая Орда. Да, точно.
И, в общем, Вот куда действительно деньги налогоплательщиков уходили. очень много металлизированных нитей, поэтому здесь только узор близкий, здесь металлизированных нитей нет. Но здесь, как я уже сказала, нижний шелк, слой там, белья, потом верхний красный халат со сборкой, на который тоже уходит достаточно много шелка, верхний с подкладкой шелка, головной убор, браслеты серебряные и достаточно сложное на мне вот собрание из стеклянных бус, которые были в тот момент дорогие и уникального изготовления, поэтому можно было сопоставить с серебром. Сейчас условно стекло сделать проще, чем серебро, хотя стоимость этих бус, ну, примерно приравнивается, я думаю, к серебряным, там много уникального. И серьги такие с жемчугом, вот, в форме Бусики. вопроса. Бусики, помнится, меня пленили, когда я в костюме женщины все-таки была на фестивале. Мы пошли со Светой Федоровой шопиться по, значит, ремесленным этим рядам. И вот мы, конечно, там машем мечом свободное от всего остального время, и, ну, такие сами по себе достаточно мужского, можно сказать, склада характера, там, прямолинейные, все дела. Но когда мы увидели бусики, это было, конечно, это реально настолько круто, хочется собрать их все вот так вот, чтобы и вот эту, и ту, и вот с такой загогулиной. Конечно, я могу представить, что там творилось у людей в те времена, когда особо не было столько прекрасного и возможностей не было это все сделать. А вот сейчас бусы эти делают с помощью техники lamp work. Сильно ли она изменилась с тех пор? Но сейчас самые сложные бусины, насколько я знаю, делают на газовой горелке, поэтому, наверное, это самое главное, что изменилось с тех пор. Здесь бусы мастера Якова Внукова в основном, скорее всего, есть еще немножечко бус Егора, вредный бусодел. То есть это еще и от разных мастеров бусики, вот так вот набраны. Я сейчас просто пытаюсь вспомнить, потому что я немножко его модифицировала уже. У меня там сейчас такая крупная бусина висит, еще больше такая здоровая, найденная в Болгаре. Но здесь, по-моему, Яшины, да, большей частью бусы. Он делал именно на Золотую Орду, такую коллекция, знаешь, коллекция на Золотую Орду. Они специфичные, интересные, такие вот плоские и с разрисовкой, потому что на Русь в основном, ну и на Русь, на Скандинавию один из вариантов самых дорогих и который мне очень нравится бус, это золото и серебро стеклянное. Но мне золото стеклянное в основном нравится. Правильным способом они сделаны так, что сначала делается как бы первая часть стеклянная, потом реально золотая фольга кладется и как бы запаивается еще верхним слоем. И, в общем, это и сейчас достаточно дорого. Ты вот говоришь, у меня прям, да, просыпается что-то снова. Хотела спросить и забыла, что хотела спросить. Повылетала. Насчет костюмов. Вот у тебя своя швея, которая все костюмы шьет, или наоборот, каждая швея специализируется на своей эпохе, и тебе приходится обращаться к разным, если ты реконструируешь разные эпохи? У меня по-разному с каждым костюмом срасталось, на самом деле, потому что вот на Русь мои костюмы шила мне Женя, это моя одноклубница и моя подруга из Самары. Она работает декоратором в драмтеатре, и поэтому может своими руками сделать практически все. И вот мои платья на Русь, вот это вот синее с предыдущей фотографией на Скандинавию, ну, в общем, достаточно большое количество вещей шила мне именно она, связанное с, ну вот, и, не знаю, есть у тебя там или нет мое платье, которое с золотыми, вышито реально золотыми нитями с птичками, которое тоже на 13 век на Руси, это тоже она вышивала полностью. Нет, не этот. Можно. Не знаю. Я даже не пыталась собрать все твои костюмы. Это тоже не оно. Ну, где-то на аватарке у меня там было. Ну, в общем, это Италия. У меня есть платье, которое с кругами, которое по находке тоже из Киева.
В общем, там золотом вышитые птички в кругах, и Женя его очень долго вышивала. Довышивала она его буквально за, там, не знаю, 20 минут до того, как на Вие 2013 года нужно было выходить уже как бы с парадом на Русь. То есть она буквально мне его там как бы сучала, и он себя надевал, и как бы бежал. Но это была огромная работа, и она, конечно, очень талантливый мастер. Мой скандинавский костюм, который с таким рыжим сарафаном и с желтой рубашкой, его я уже практически в готовом виде покупала у Кати Вельги Савельевой, ну, которая очень известный мастер, и ткани в основном, вот из там предыдущей фотографии тоже синяя, зеленая ткань с пледом, это ее, она сама красит, ткани тоже шьет, огромное у нее количество вещей, конечно, она очень качественно все это делает, и мастер, то есть, ну, потрясающие работы. Костюм на Орду полностью был спроектирован и шит Динаром, как бы, поэтому это его работа, в общем-то. И костюм на Италию 15 века мне шила Вера Мелкумова, она, да, вот этот костюм, потому что она очень много знает об Италии 15 века, крой, и там внизу, то есть там много нюансов, потому что зеленое платье должно сидеть прям плотно по фигуре, и внутри с таким, ну это не корсет, но из 3 слоев сукна плотный очень, как жилет получается, который вот, ну, на этой части прилегает. Прорези, ленточки, в общем, вот Вера меня и консультировала по костюму, и шила, поэтому можно сказать, что все мои костюмы у разных авторов. Я вдруг поняла, что мы можем беседовать об этом часов 8 подряд без перерыва. Вот, поэтому сейчас все грани Альфии я еще попробую зацепить. Ну, вот что-то, да, вот Альфия как бы во всех своих прекрасных... О, да. Ой, это был модерн, но это был вообще такой, это опять-таки вот Света, про которую говорила Соколова, она увлекается началом 20 века и модерном. Тогда были времена Эпохина, этот временной отрезок, и, в общем-то, я купила готовый костюм. О, боже мой! Ни единого шовчика вот этими руками не сделала. Ну, Я чуть ни единого шовчика не сделала. Я тут на самом деле хотела пошутить, что мы люди, которые покупают готовые там доспехи, не сами их куют, готовые костюмы на игры, на реконструкторские фестивали, что мы поддерживаем малый бизнес, но я посмотрела на этот шелковый костюм, который, и это нифига, блин, не малый бизнес, эти люди какое-то огромное дело делают, вообще, конечно, потрясающе просто. Можно сравнить с оружейниками, там, Негроли, с самыми искусными. Вот, я прям в восторге. Смотрю на это все и... Вот, ну, тогда вопрос, естественно, у нас есть, сколько это все стоит. Вот, и с учетом подшивки. Это, наверное, больной вопрос. Ну, хоть примерно, вот, да. Я пыталась, честно. Я несколько раз садилась и хотела задать вопрос. Ну, самый... Я сейчас попытаюсь так вот, но если даже разложить на детали, предположим, вот костюм на Италию с украшениями, ну, порядка 150 тысяч рублей, наверное, стоит. Это так навскидку, может быть, больше, потому что много нюансов, есть же как бы там носочки, ремешочки, то-то, сумочки, четочки, то есть как бы это я вот так навскидку. Если разбирать костюм на Русь, который просто самый, скажем так, и дорогой, долго игры, вот с золотым очелем, давай, можно я тебе вот сейчас пришлю? Да, конечно. Блин, я хотела тебе его сегодня прислать, и даже не знаю, почему я этого не сделала в итоге. Ты говорила, что волнуешься. Да? Да. Наверное. Это было... Я сейчас прям недолго. Но, в общем, если там разбирать, конечно, интернет у меня завис, то нижнее есть шелковое платье. Мне сложно вспомнить, сколько оно стоило, но условно это 3 метра шелка и работа.
И еще одно платье тоже шелковое с... И кувшин за 6000. Я просто это не могу про него забыть. Я забываю. А, Вот этот проект с золотыми колтами и птичками с перегородчатой эмалью, просто это такая моя гордость, потому что еще когда мы только начали заниматься Русью 13 века, и у меня была книжка по кладам Руси, и я увидела вот этот колт. Я надеюсь, что я сейчас найду и покажу тебе эту фотографию. А, Это мы И так ми- плавно подходим к вопросу, какой же костюм у тебя любимый все-таки. ну, конечно, это Русь. Вот я тебе сейчас запись можно перешлю, там просто 2 фотографии. Ну, могу сейчас фотографии отдельно переслать. Сейчас тебе фотографии пришлю. У нас там сегодня прям какой-то этот... так это... Ага. Да, вот это, собственно, мой и любимый, и еще не совсем законченный, в общем-то, костюмопроект, но Это с птичками то, что, да? да, и там вот этот колт на боковой фотографии его хорошо видно с птичкой. Когда я увидела, я помню, в Самаре еще там году в 2004 или 2005, наверное, я поняла, что это просто такая, это моя мечта, что я так хотела такие колты, но я понимала, что техники перегородчатой эмали, во-первых, никто не работает, и долгое время еще не работал вообще в России. И том года 4 назад я начала списываться с мастером, который живет и работает в Киеве, и может в Киевский государственный исторический музей сходить и посмотреть вживую, как это смотрится. И она начала мне их делать, потом мы делали еще рясные. Вот если боковую фотографию, там просто хорошо видно сам колт, это вообще как бы, ну, то, что внизу висит, для тех, кто не очень... Где знаю. висит? Вот если вторую фотографию, Мариш, откроешь, там, которая, где у меня боком лицо, Да. да, вот эта вот нижняя часть с такими пупырчатыми, это колт, да. Они с птичками. Есть еще рясные, которые вот эти вот медальончики с подвешенными штучками, это рясные, они тоже с перегородчатой эмалью. И там еще есть венчик наверху, то есть это не конечный вариант этого головного убора. Вот это мы делали 2 года, и это стоило мне около $2000, то есть только вот этот элемент костюма. Бусы, которые на мне с серебряными элементами и золото-стеклянными. Вторая моя гордость — это браслеты, которые у меня на руках. Они весят 300 грамм серебра. Каждый. Да, нет, 2. И их тоже, на самом деле, делали киевские мастера, потому что у нас только один человек в России их делал для своей жены, и поэтому на повтор не делал. И они отлиты, то есть в правильном совсем реконструкторском варианте они должны быть чеканные, и весить, конечно, легче. Здесь они отлитые целиком из серебра, но сверху есть припаянные элементы, чернение, золочение, и они тоже стоили порядка 1000, по-моему, долларов, но это было по старому еще курсу. Кольца, платья, ну вот, сейчас я посчитаю, наверное, 5-6 тысяч долларов это все вместе стоит. Твой любимый костюм. Мгм. Да. Уф. Всем привет еще, кто к нам пришел. Мы тут за цацки, собственно. Хотели много о чем поговорить, но остановились на этом, потому что невозможно не остановиться. Это невероятно красиво все и увлекательно, и даже слушать про каждый элемент. Я понимаю, почему. Все больше, чем больше стримов я вот делаю про именно реконструкцию, а не боевую часть, тем больше понимаю, почему люди этому посвящают всю жизнь. Вот. Но это невозможно взять и сделать за 2 месяца, понимаешь? Это то, что должно так как созреть и родиться, и это большое сочетание мастеров, ткани. Здесь ты находишь что? Иногда, правда, вот эти шутки про потратила там всю зарплату на шелк, иногда ты заходишь, и ты видишь подходящий что-то материал, элементы, и ты даже не знаешь еще, на что он тебе пригодится. У меня есть целая полочка с шелком, который на проекты когда-то на будущее. И поэтому какую-то действительно качественную реконструкцию часто говорят, что это как проект. То есть для многих даже иногда бывает один элемент костюма, это проект, какой-нибудь там кошелечек, может быть там меч с ножными, еще с чем-то, кафтан, я не знаю, там, ну, с ювелиркой сейчас сундук сделан. То есть часто люди в один предмет
как проект тянется во времени, они ищут вокруг него источники, думают над материалом, сами делают или на заказ, у нескольких мастеров заказывают. То есть это, в общем-то, такое. Вот. Реконструкция — это не результат, реконструкция — это процесс. Да уж. Лучше не скажешь. Друзья, если, ну, как вы поняли, в общем, можно у Альфии консультироваться не только там по каким-то юридическим делам, но и по рекомендациям о ремесленниках, мастерах. Она, по-моему, на этом собаку съела. Вот. Не побоюсь этого слова. Так, давай попробуем, заставим себя прямо сейчас оторваться от костюмов, отойти от этой темы. У нас сейчас просто... Я чувствую, как мужчины там начинают... Отваливаться. Отваливаться, да. Ну, тем не менее, у нас стабильный онлайн, люди смотрят. Спасибо вам большое, что вы с нами, и выдерживаете все наши вот эти женские попискивания там. Вот. Сейчас перейдем к чему-нибудь интересненькому. Наконец-то. Так, я бы хотела показать ролик классный от ротоборцев, промо-собраний. Мы можем это сделать, товарищ адвокат? Скажите, пожалуйста. А ты нашла его все-таки? Да, ну, вот тот самый ролик шикарный, который прям вот очень... Ну на 1 минуточку, конечно, я его сама уже год не видела. Так, сейчас. Господи. Я там есть 3 секунды, поэтому... Нет, это не тот ролик. Не тот? А-а. Тебя тут нету? Нет. Ну вот. Нет, я хотела рассказать, на самом деле, про... Ну, спросить в целом. Вот. У нас был ролик просто, который на Арбате транслировался, где герои как бы по 5 секунд мелькали. Это еще один тоже классный ролик, но другой нет. Ну, как бы, но он тоже прикольный. Если мне кто-то пришлет тот ролик, я его непременно скачаю. Мне очень нравится вот этот вот, это промо. Я иногда его даже пересматриваю на какой-то вот, не знаю, доброе, что ли. И сюжет простой, но цепляет. Ну, как бы здесь изображается несколько эпох, и люди, которые вот в обычной жизни, они обычные люди, а в мире реконструкции они тоже какие-то роли играют. Короче, сложно описать, проще действительно посмотреть и насладиться. Я хотела спросить, ты, имея продюсерский опыт, кто занимается продюсированием вот этих всех вещей, кто придумывает эти классные сюжеты, классные рекламы? Нанимаются, достигла ли уже реконструкция того, что нанимаются люди, профессионалы в этом деле, или все делается своими силами? Ну, если разделить этот вопрос, если мы говорим про вот этот и конкретно про ротоборцев во времена эпохи, конечно, это в том числе и специальные агентства, которые нанимаются для того, чтобы изготовить ролики, материалы, занимаются пиаром. То есть «Времена эпохи» — это очень масштабный проект, в котором задействовано большое количество привлеченных лиц, и, наверное, и профессионалов своего дела, в том числе это, конечно, делалось с профессионалами. Я думаю, по ролику видно, что это делалось с профессионалами. Мы иногда привлекаем людей, которые занимаются профессиональной съемкой, но чаще на фестивалях для них это отдушина. Например, там вот тот ролик, который я кидала про Ульяновск, который там кратко для нас делали, это просто человек там свой выходной день приехал на фестиваль, и несмотря на то, что он занимается этим профессионально, он потом написал, что можно ему задонатить, конечно, но в основном как бы фестивали, которые, скажем так, я бы не сказала фразу более мелкие, но, скажем так, не такие масштабные, конечно же, они на частной инициативе людей, которые вот просто либо для своих друзей, которые давно этим занимаются, либо в свой выходной день, потому что это интересно, это не заезжено, скажем так, именно вот такие исторические персонажи, которых они видят у нас на фестивале, и вот, в общем... Ну, как ты считаешь, именно для популяризации всего этого дела лучше привлекать сторонних специалистов или все-таки
своими силами из тех, кому не надо объяснять, о чем вообще должен быть ролик. Ну, Я короче, думаю, я думаю, смотря какого эффекта нужно достичь, вот и все. Здесь в случае с временами, эпохами, я думаю, основная цель была для зрителей, для большой, очень широкой аудитории объяснить, что такое реконструкция, и сделать это качественно, красиво, ярко, с использованием всех законов пиара и рекламы. Если мы говорим о каком-то там ролике воспоминаний, потом, который можно вот, ну, вот так, как сейчас, например, мы пересмотрели, это можно сделать действительно своими силами, попросив кого-то, опять-таки, ограничиваясь или не ограничиваясь бюджетом того или иного мероприятия. Все зависит от цели. Если есть цель на пиар и, например, завлечь больше зрителей, лучше привлекать профессионалов, потому что если любой профессионал, если ему четко озвучить задачу, даже не будучи реконструктором, не владея темой, он кадры сделает красиво и нарежет так, что это будет конфетка. Вот. ну, да, я, в общем, про то, чтобы именно привлечь, потому что каждый зритель, которого зацепил ролик, он потенциальный там участник движения, да, и Да. если не, о боже мой, спонсор этого всего дела или еще что-то, какой-то меценат, ну, в общем, новая кровь, так скажем. Мгм. Поэтому, конечно, я думаю, любое движение, оно заинтересовано в популяризации именно. Вот теперь давай поговорим о другой возможности популяризации, так скажем, ну, резонансные какие-то события, да, у нас все знают, какие у нас резонансные события, которые с не самой лучшей стороны пиарят, так скажем, наше увлечение. Вот как ты считаешь, в этом случае темный пиар, он тоже пиар? Ну, я отношусь к этому скорее негативно, потому что все-таки, если мы об одном и том же говорим, потому что таким образом, негативно выставляя увлечение, люди склонны всегда мыслить негативно и воспринимать негатив. Память цепляется за негатив всегда проще и легче, чем за какие-то позитивные эмоции. И это пятно сложно вымывается потом, несмотря, ну, на разные достижения и позитивные эмоции. В общем-то, это такие обычные психологические законы, и, к сожалению, такие случаи, которые с негативной точки зрения, ну вот, например, как резонансные случаи. Я тут не знаю, будет ли смотреть Константин, с которым у вас был предыдущий эфир, наш эфир. Я просто очень люблю его немножечко подстебывать на тему квадроциклера, так же, как он меня про дело Масюка. В общем, у нас с ним словесные баталии на мероприятии, где мы видимся. Но, например, вот это позитивный как бы пиар. Понятно, что это стало так моментально разлетелось, такая вирусная реклама, и такие моменты, это, конечно, круто. Это круто и весело, и здорово, и не обладает никаким. Все, что касается хоть чем-то, особенно в нашей стране, что связано с противозаконной деятельностью, так или иначе оставляет отпечаток на нас, как на участниках этого движения, как на некоторых, ну, асоциальных личностей. Мне, конечно, этого не хотелось, и почти всю свою такую жизнь движения я стараюсь рассказывать людям о том, как это здорово, чем мы занимаемся, тем более, что моя профессия, ну, предполагает, что я должна быть достаточно серьезным человеком, и мне хочется всегда с какой-то такой стороны рассказать, что это история, что мы занимаемся просветительской деятельностью, что это не просто так, что мы там не дурачки в лесах с деревянными мечами, и вот это вот все. И такие, конечно, моменты, которые сильно подкашивают условно эмоционально, потому что ты понимаешь, что это может случиться в любой субкультуре и с любым человеком, но тем не менее случилось именно здесь, и ну, окрашивать не лучше. Я против такого пиара. В общем, лучше давайте сбивать квадрокоптеры. Привет, Коля. Звучит как план. Недавно у Никиты Альтмана на страничке интересный материал был, как вести себя всем членам сообщества, если их, так скажем, единомышленник, ну, попадает в какую-то дурацкую ситуацию, там, не дай бог, какую-то там уголовную или еще что-то. И когда просят как-то прокомментировать вот это вот все, тебя, который вроде бы и не при делах, но тоже
из движения. Что в этом случае лучше всего делать, чтобы не навредить? Смотря в каком случае. Ну, если тебя просят сказать, ну что там, типа, ваши фрики опять что-то там. Ну, либо к тебе обращается журналист с просьбой прокомментировать ситуацию или еще что-то, например. Такое довольно часто бывает, как показала практика. Вот. Там скинешь мне заметку, это я не читала. Довольно интересно. Там тезисы приводятся, что если можешь не разговаривать с журналистом, лучше не разговаривать. Но если, ну, короче, несколько случаев, в которых нельзя промолчать, и типа надо непременно что-нибудь да сообщить. Вот. Иначе это будет хуже. То есть, ну, такие вот тонкие моменты. Вот. Как вообще к этому относиться простому рядовому реконструктору, который ни в чем не виноват? Ну, для, как бы, скажем так, простого участника фестиваля, и которого вот так вот где-нибудь схватили и сказали, что ты думаешь, действительно, я думаю, это совет неплохой, потому что если тебя спрашивают непонятно, кто это, и ты этот человек первый раз видишь, и потом это может быть вывернуто, я не знаю, напечатано в газете «Метро», и на следующее утро всеми увидено, то, конечно, это такая сторона. Я думаю, что следует внимательно относиться к тому, кому информацию ты представляешь, в первую очередь, в любых ситуациях, с журналистами, не с журналистами. То есть сейчас то, что по гнезду у нас было, достаточно большое количество журналистов писали, и всегда важно отсеивать информацию, которую ты выдаешь в информационное поле в любом варианте. Если это проверенный журналист, и, например, ты его знаешь, или тебе его рекомендовали, или ты там читал его работы и понимаешь, в каком направлении он думает. Во-первых, важно, как ты устно ты представляешь эту информацию или письменно. Если письменно, ты можешь в том числе просить, чтобы это было согласовано в дальнейшем публикации с тобой. Если устно, тоже смотря в каком варианте. Но здесь, знаешь, я говорю, опять-таки, очень сильно зависит от последнего. Ну, вот по последнему, к сожалению, вот уголовной всей питерской теме, мне сознательно с самого начала не хотелось не давать никаких комментариев личных, потому что это правда было и таким ударом под дых движению, потому что все сразу ассоциировали это с нами в общем как такой целиком движением, и очень не хотелось, чтобы это было так, но было понятно, что начиная, есть такая поговорка о том, что как бы тот, кто хочет тебя защитить сам, а тот, кто не захочет тебя услышать, что бы ты ни говорил, он не услышит. Поэтому здесь важно понимать, что если ты даже хочешь кого-то защитить, но человек не хочет тебя услышать, он это не услышит. Поэтому, например, мне не хотелось ничего комментировать, только с юридической стороны, что вот такой расклад может быть. Вот. А вот как организатору поступать в этом случае? Ну, бывает ли такое, что случилось нечто резонансное, и организатор такой: так, на всякий случай, ага, Наполеонику мы вычеркнем там из программы или еще что-то. Ну, вот реально, если сейчас вот на чистоту, есть такое? Мне кажется, нет, наоборот. Наоборот, в смысле, что я никогда у нас было вот громкое дело по 17 веку, каких-то особых изменений не заметила, разве что все действительно начали более внимательно к своим документам относиться. Не сейчас по Наполеонике, потому что мероприятия также и проходили, и продолжают, насколько это сейчас, естественно, никакие мероприятия не проходят. Но я думаю, Бородино, если оно будет таким же масштабным. Я мало, на самом деле, знаю, правда, про эту часть. Некоторых отдельных реконструкторов только знаю, а целиком про движение Наполеоники не очень много. У них там свои терки. Ну, да. Ты как организатор не стала бы ничего менять в программе. Я никогда не занималась Наполеоникой, поэтому мне проще. Я не организовывала никогда ни по 17 веку, ни по Наполеонике мероприятия, поэтому они условно, те мероприятия, которые я организую, условно безопасны с точки зрения влияния пиара на них. Вот так вот. Угу. Но я бы не стала, потому что люди, которые знают, видят и любят определенные эпохи,
для них так ничего и не изменилось, а остальным ты все равно ничего не объяснишь. Тоже согласна с этим мнением. Так, хотела, давай вернемся в мирное русло. Living History. Ты когда-нибудь участвовала вот в чем-нибудь эдаком? Пойти куда-то там, Звучит стоптать, провокационно. стоптать белые ноженьки, всякое такое. Э, Ну, многие наши мероприятия проходят в формате Living History. Я имею в виду походы, именно походы, прям выживание какое-то, что-то такое. Не тянуло тебя никогда, да? Но у нас был, ну, насколько это можно назвать, в 2008 году под Йошкар-Олой проходил фестиваль «Аламнер». И там мы с ребятами ходили в такой 2 или полутора, как это правильно сказать, дневный поход. Да, просто шли, тащили на себе как бы одеяло, в котором мы ночью спали, какой-то запас еды, останавливались около источников воды. Ну, тогда не было каких-то шагомеров, я не знаю, сколько мы прошли, просто мы вышли рано утром одного дня, и к концу второго дня куда-то мы там пришли. Было очень красиво, мы через какие-то там овраги болтали друг с другом, там, пили водичку на привалах. Было жарко, поэтому есть почти не хотелось. Ну, в общем, интересный такой опыт, но если на тебе удобная одежда и там какая-то еда в любом походе, не знаю, для меня не было откровения, что это очень сильно отличается. То есть, если бы это, конечно, был зимний поход, я думаю, что это была бы проверка на прочность, а так, но просто мы шли в льняных шмотках и спали под войлочным одеялом, и там костер кресалом разводили. Ну, не знаю, это такие мои субъективные воспоминания, что, в общем, просто это было прикольно, весело, ам, и все. Еще бы раз пошла в такой поход. Да, без проблем. Ну, компания, я так понимаю, решает по большей В части. принципе, в реконструкции очень много решает компания. Золотые слова. Давай теперь, я как обычно о своих, перейдем к твоему боевому опыту. Я лично застала один эпизод. Скажи, были ли еще? Ох, этот эпизод, Марин. Это было великолепно. Вот для меня даже, на скольких чемпионатах мира я побывала, на скольких соревнованиях и турнирах, но это было волшебно. Вот даже с моей точки зрения, ну, круто было, реально. Там 2 стана, господи, я уже не помню, кто с кем. По-моему, да, это все было в рамках соревнования такого между конунгом, значит, и князем, и как бы женские представители тоже не остались в стороне. Вот, и был турнир такой во имя чего-то там, ну, типа, кто круче. Ну, классно было, мне понравилось. Дали подраться, мы увидели тебя в доспехе, и это было шикарно. То есть мы не просто вышли подраться, как мы обычно это делаем, а мы сражались за какую-то идею. Вот это мне, например, до сих пор у меня сидит в сердечке, и прям я бы даже еще раз. Я бы тоже, только с целыми пальцами. Ну расскажи, как ты в это угодил. Ну, конечно, кто такую варежку надевает? Боже мой. Ну, мне что-то... Ну, почему тебе никто не дал нормальную варежку на бой? Не так уж часто. Вот спроси у мужчин, скажи мне, чем мужчины занимались на фестивале? Почему? У нас, причем в славянском поселении у нас была самая большая, ну, условно, армия у князя. То есть у нас было что-то больше 100, что ли, ну, я не помню, достаточно. То есть из всех вот этих локаций, которые были под влиянием князя, у нас, несмотря на то, что мы были мирным поселением, условно, на фестивале, у нас было самое большое количество бойцов. Вот спроси у них, почему никто не мог дать мне нормальную варежку. Я напоминаю, друзья, что это времена эпохи 2017 года, да? Да. Ну, те самые, которые мы, кстати, из Кости рассматривали, ну, потому что это был, наверное, самый Да, это был эпичный фестиваль с Вардруной и всем вот этим вот. Вот. И в том числе был там такой эпизод, да, девушки сражались, что беспрецедентно вообще для реконструкции раннего Средневековья. Вот. Но тогда это даже вписалось в некий сюжет. И расскажи, как внутри вашего движения, как в итоге это было воспринято? Многие не очень хорошо, конечно, это восприняли, потому что в раннем Средневековье, да и в Тренахе не допускаются по большей части, ну, практически на всех мероприятиях, где я бываю, не допускаются девушки.
до массовых состязаний, и отдельных женских номинаций, в отличие от СБ, нет. Ну вот я рассказывала, что во времена там моей дикой реконструкции в Польшу мы когда ездили в 2006 году, я там в Стальном Бугурте стенка на стенку участвовала. Да, у меня, причем это, и уже тогда я делала это тайно. Меня одевали полностью в шатре вместе с шлемом, чтобы, не дай бог, потому что там чуть ли дисквалификация или что-то такое было. В общем, девушкам воевать было нельзя, но мой клуб, зная как бы, что я очень хотела это сделать, они меня снарядили, у меня был какой-то там кожаный, типа монгольский доспех, на меня надели шлем, я шла, и, в общем, я не снимала его, пока не вернулся обратно в лагерь. Я думаю, ты меня понимаешь, это было достаточно сложно. Потому что все там отдыхали между сходом, пили водичку, а я такая, как бы, окей. Ну, такие смутные, конечно, воспоминания, потому что я помню, что там было очень много народу, факела, там кто-то бился, толкался, причем это был интересный, может быть, тебе будет интересный такой опыт, когда Living History соединялась с бугуртами, то есть, не СБ еще, конечно, но такое было разделение на условно Pussy Fight, но на одном поле, то есть на большом, потому что были зрители, и на большом поле часть людей, у которых были суперправильные доспехи, которые бились до одного удара, и некой такой невидимой черты, я не помню, как это было разделено, но все понимали, что вот на второй части поля бьются люди до завала, условно говоря. Но при этом строй был один. То есть, в общем, организаторы не делили, и тех, кто хотел биться, у кого там, может быть, защиты не хватало, или лицо было открытое, они шли вот в это условно ронятный, как бы, если бы мы сейчас это делали, бугур. А вторая часть шла, пока как бы вот не упадет там и била во все возможные там открытые и закрытые части доспеха. А ты в какой части была? Я во второй, у меня был полностью закрытый доспех, и мне хотелось прям, чтобы хардкор был, очень участвовать в таком настоящем. В тот момент, как мне это казалось. Хорошо, что мы в России не поехали на там какой-нибудь, я не знаю, что там в 2008 в Выборг мы не поехали, меня бы убили там, наверное. Да, Дмитровский штурм 2008 как раз был. Великолепный фестиваль, очень хорошо, что нас там не было. Вот. Про битву тысячи мечей, это, да, весь фестиваль был посвящен войне полностью, то есть тематика была строго боевая, но понятно было, что от женщин никуда не деться. Я была хозяйкой славянского двора, и был еще скандинавский Борг, в общем, два двора, условно, битва дворов, назовем это как бы так пока, я не помню точно терминологии. И тогда у организатора Насти Овчаренко возникла идея, что в качестве некой, наполовину шоу такой программы сделать и женщин завлечь вот эти боевые состязания тоже. То есть так как очень широко, то есть у нас все фотосессии были именно с тематикой мечи, очень много, все вокруг войны. Там Рагнарёк, Валькирии, вот это все в тему как бы было. Да, а мы, кстати, делали фотосессию с сказочными птицами. Это была «Жар-птица», у нас была такая фотосессия а-ля русские сказки, такой вот немножечко сказки с реконструкцией. Помню. Да, вот. И у Насти возникла идея, что давайте мы сделаем и некую женскую военную часть, и основные, в общем-то, там стрельба из лука, метание копья, еще что-то, и еще встреча жениха, они были, конечно, не контактными, то есть, в общем-то, ничего так сильно, скажем так, не требовалось. Но она предложила сделать и турнир, в том числе. Соответственно, изначально мы обсуждали уже ту идею, что так как в СБ есть чудесные девушки, мы тогда с вами уже общались там и с тобой, и с Светой, которую я пригласила из Калининграда, что вы могли бы сделать красивый бой, и для зрителей это было бы интересно, потому что бьются девушки, валькирии. То есть цель была привлечение зрителей таким необычным. Да, то есть в том числе такой немножечко ролевой шоу-элемент о том, что так как весь фестиваль о войне, то и женщины тоже имеют к ней вот даже такое отношение. Цыпочки дерутся. Примерно, да.
Вот. И мы обсуждали эти идеи. В какой-то момент возникла такая тема. Я сказала, что будет странно, учитывая, что уже была пиар-компания, назовем это пиар-компания с нашими фотографиями. Я там как хозяйка славянского поселения, соответственно, были еще и хозяйка скандинавского борга, там тоже мечи и прочее, то есть военной тематики. Я говорю, ну люди-то не будут знать, кто, в общем-то, бьется. Давайте сделаем показательный бой между мной и хозяйкой скандинавского борга. Ну, или как скандинавского двора, наверное, правильно. Правда, я не помню, как правильно называлось, поэтому я... Ну, эти скандинавы, что там, господи. Ну, честно, то есть как бы не со зла. И что это будет показательный красивый бой. А дальше вот вы нам, как воительницы из АСБ, покажете уже, как нормально можно биться на мечах. Да куда там нормально врежешь, там шлем даже с открытым лицом. Ни одного восходящего удара нельзя влепить. И горизонтальный тоже, насколько я знаю, только удары сверху. Это было прям хождение на грани. В общем, Да. хорошо, что позвали именно опытных бойцов, потому что неопытные девушки бы с мечом могли куда-нибудь элементарно не туда заехать. Ну, да, в общем-то, ну, на это расчет был на безопасность в том числе, ну, у всех, кроме меня. И просто тогда за где-то месяца полтора, ну, то есть мы уже где-то в мае начали это обсуждать, ну, где-то полтора месяца, да, я поняла, что как-то с 2006-2007 года прошло достаточно много времени, и чтобы, так сказать, держать меч с правильной стороны и как-то смотреться там, и зрители, и все, и я решила походить к Сереже Уколову, потренироваться такой программой, там, 3-4 раза в неделю. Мы тренировались на общих тренировках, я к нему ходила индивидуально, чтобы как-то и форму так, и, в общем-то, щиты у викингов достаточно тяжелые, меч тяжелый, то есть нужно было как-то хотя бы после первой секунды так вот ручки не опустить, как бы, и не смотреть. В общем, полтора месяца таких тренировок, в общем-то, говорят даже, что не очень плохо там все смотрелось. Да, нормально все смотрелось. Дали тебе знать. Но практически в последний момент хозяйка скандинавского двора отказалась биться, сказав, что у нее есть проблемы с лучезапястным, кажется, с каким-то суставом в руке, она не может нормально держать меч, какие-то со здоровьем у нее проблемы, и ввиду ролевой модели, что к нам еще сватался жених из Византии, она приняла христианство, я помню, как бы какая-то такая была речь, и, в общем, она не будет биться, и позвала биться против меня Татьяну Дербеневу из СБ. Вот. Сильный ролевой момент. Да, ну как-то вот так получилось. Как-то так получилось. И Татьяна, я уверена, что не хотела, конечно, никак меня травмировать, но, насколько я понимаю, действительно сложно. И когда, я помню, мы на тренировках с Сережей работали, он говорил, что вот эти вот горизонтальные удары, которые очень часто и много тренируются именно в ВСБ, их наносить здесь нельзя, потому что у нас открытое лицо. Он как бы там ставил мне руку так, чтобы бить только либо сверху, либо там по ногам, еще как-то. Но, видимо, в какой-то момент это все-таки вот там было видно, что горизонтально идет удар, он мне как-то под щит соскользнул, и, в общем, это было перед последним, то есть как бы нашей там, сходкой. У меня как-то, да, заболело в пальце, я сняла перчатку, посмотрела, что вроде как бы, ничего не отрезала, палец на месте, я думаю, ладно, мы еще там побились, я проиграла 4-5, потом пошла в скорую, мне там привязали на такую палочку деревянную от мороженого, как бы бинтиком все. Вот. А уже на следующий день я съездила в травмпункт, и, в общем, мне сказали, что там перелом со смещением, и надо накладывать спицы, и ходить с ними еще 1,5 месяца. И лежать в больнице еще целую неделю, в общем. Но было очень приятно, потому что
И несмотря на то, что в конечном итоге мы проиграли в соревновании, такое количество было поддержки, тот флешмоб, который запустил Асхат с пальцем забинтованным, в котором ты и Света, и еще куча ребят и девчонок из других стран и городов участвовали. Это было... Я лежала в больнице и чувствовала себя просто самым счастливым человеком на свете, потому что это было так тепло, так здорово, что никакого ощущения, что мы проиграли, не было, потому что все были с нами, и это гораздо дороже, конечно, любой победы. А все почему? Потому что не зассала. Нет, на самом деле, вот лишнее подтверждение тому, что даже в наше время это имеет значение. Вот выйти подраться, как сказать, не избегать битвы какой-то, пусть она там какая-то шуточная, постановочная или, я не знаю, в рамках ролевой игры. Нет, это тоже один из моментов, где раскрывается человек как человек. Вот. Хоть это вроде бы казалось бы. Перелом это настоящие, люди настоящие в итоге. Так, у меня, к сожалению, нет этого ролика с боя. Очень хорошо. Я боюсь его смотреть, Марина, что я там так нервничала вообще. А давай перейдем к... Вот я сейчас смотрят нас бойцы ИСБ, к таким знакомым нам словам, как «Битва наций». Насколько я знаю, ты участвовала в конкурсе костюмов, не боевая номинация. Нет? Не собиралась? Я собиралась в этом году участвовать, я взяла весь свой этот итальянский костюм, но вышла какая-то заминка, потому что я написала заявку, что приложила фотографии своего костюма, сказала, что я хочу участвовать, но до последнего момента никто не мог сказать точное время и где будет проходить конкурс. Так как я жила в Сербии, собственно, в Белграде, а не в лагере участников, то я попросила в день, как бы перед официальным началом, там, у девчонок, у всех узнать, как бы, когда будет, собственно, конкурс, чтобы приехать ко времени. Сказали, что ни у кого точного времени нет, никто не знает, и, по-моему, я приехала там чуть ли не в момент, когда он заканчивался. То есть я приехала часов там типа в 12 дня, но думаю, что сейчас там переоденусь. Мне сказали, что он был там что в 11 или в 10 утра. То есть просто пришли в лагерь, сказали, что а сейчас все идут, там, кто хочет, идет на конкурс костюма. И, в общем, я реально все с собой тащила зачем-то, и, к сожалению, так и не поучаствовала, хотя, конечно, очень хотелось. Ну, а в дальнейшем планируешь? Но если будет какое-то время, было, конечно, лучше всего в Италии, потому что итальянский костюм с итальянским замком 15 века, это было прям очень классно. Точное попадание. Хотелось, конечно, как-то, может быть, тоже внести свой вклад и тут немножечко. А есть ли какие-то зарубежные реконструкторы, на которых вот ты ориентируешься? Ты знаешь, что там, не знаю, где-нибудь во Франции живет женщина, которая вот прям офигенно, вот с ней можно посоревноваться в конкурсе костюмов, и еще непонятно, кто из вас выиграет, несмотря на то, что мы сегодня увидели. Ну, если честно, то, говоря о реконструкции в Европе, у нас есть разница в отношении к самому явлению реконструкции. Общаюсь достаточно много с европейцами из Италии, из Франции, и на битве наций пересекаюсь с ребятами, которые в том числе и там реконструкторы, и бойцы. То есть это же часто бывает, что и совпадает. Отношение в Европе и многих других странах к реконструкции именно как к явлению больше как к некоторому шоу. То есть нет... Не хочу обидеть европейских реконструкторов, но в России действительно очень высокий уровень реконструкции, нашей дотошности, внимания к деталям, вот этим правилам, допускам, закручиванием гаек, ручным швам, натуральному украшению. То есть мы настолько заморочились в этом явлении, что вот, не живем, но делаем все настолько дотошно. А в Европе гораздо более компромиссное к этому отношение. То есть для них на первом месте некое внешнее соответствие, и иногда и синтетические ткани используются. И разговаривая с ними, люди реально не понимают, ну а что такого? Или там девушка без головных уборов, там с какой-то резинкой на волосах, там сзади где-то.
Ну, а чё, её ж не видно. То есть я не обижаю, конечно, их, это красиво, но это ориентация на зрителей в первую очередь. То есть они делают красивые шоу, у них гораздо лучше показательные какие-то выступления, действительно. То есть приезжали, например, на прошлые времена эпохи из Италии группа ребят, которые профессионально занимаются показательными шоу. И, конечно, у них вот эта постановка, речь, какие-то такие элементы игры вот этой, они на более высоком уровне, потому что они работают над этим, они развивают ну, вот эти ранги, еще стражи ходят туда-сюда, какие-то сценки из жизни. То есть у них вот это на более высоком уровне. А говоря о проработанности костюма и отношении к мелким деталям, наверное, не такое, как у нас, поэтому нет, я не знаю никого из людей. Равных нет. Но, сдается мне, и в таком случае с судейством будет тоже сложно, потому что надо, наверное, набирать для настоящего реконструкторского судейства и прям дотошных, как сказать, судей, которые могли бы оценить прям каждую деталь. Видимо, из России придется. Мгм. Так, ну, в общем, на самом деле, ты не забрасывай это дело, там, кто еще, если не ты, поедет. Ну, а известно, где будет следующая битва наций? А мы вот как раз недавно на прошлом стриме об этом беседовали. Пока что идет еще конкурс, прошел первый круг отбора, что ли, что-то такое. Еще раз всем привет, мы сегодня говорим обо всем. Фактически мультивек у нас сегодня, ну, как сказать. А, вот смотри, ты сказала, что твой любимый костюм тот с птичками на Русь. Мгм. Значит, и эпоха эта любимая для реконструкции. Да. Все понятно. И достаточно много с этим, ну, не приколов, конечно, но каждый раз, когда я где-нибудь организую площадку или выступаю организатором, или, ну, условно, возглавляю что-то по Руси, это, конечно, вызывает, опять-таки говоря о пиаре, ну, не то чтобы негатив, но всплеск очередной комментариев, что девушка с именем Альфия Тимирбулатова, например, хозяйка славянского поселения. Ну и дальше, в общем, ты понимаешь, кто упражняется в остроумии, там, и вот это вот все, поэтому отношения у людей... Ну, то есть, и даже те аргументы, что почему, например, не знаю, Петя Иванов, реконструирующий рыцаря, не вызывает ни у кого каких-то вопросов, а я, реконструирующий Русь, почему-то обязательно набирает пул, в общем, людей, желающих поинтересоваться, что не могли кого-нибудь с нормальным именем найти. Это довольно частое явление, когда ты, ну, за счет своей там харизмы, работоспособности и просто любви к делу становишься в узких кругах знаменита, да? Я не знаю, как у тебя там в плане адвокатской карьеры, насколько ты вот как это сказать-то? Может, есть какой-то рейтинг адвокатов, в котором ты там какое-то место занимаешь? Нет, ну вот в нашем реконструкторском кругу ты известный человек, и это ну, не может не повлечь за собой такие явления, как возникновение недоброжелателей. Ну, в любом случае, это всегда есть люди, которым хочется сломать что-нибудь красивое, хочется непременно найти подвох в человеке, который, казалось бы, идеален во всем, и везде у него все получается, все это удается. Вот. Я бы сказала, что мне это очень знакомо, но это будет, наверное, самонадеянно звучать, поэтому я тебе комплименты сыплю, но как бы... Я думаю, что, конечно, тебе самой это очень хорошо знакомо и более. Вот, так что, да, тут, как это, не знаю, ну, стоит действительно заручаться мнением людей, которые тебя поддерживают, что ли, всегда найдутся те, кто будет наоборот. Вот, криво сказала, но... Я Так, желаю тебе того же. вот сейчас это вино было бы актуально, конечно. Расскажи, вот хотя бы беглый такой, как сказать, портфолио у тебя как организатора, вот, и каким проектом ты больше всего гордишься? Вот ты сделала это в жизни, и прям вот не жалко, не знаю, внукам рассказать.
Ну, я участвовала в организации достаточно большого количества мероприятий. Началось все с Куликово поле 2009 года. И потом было много проектов. Ну, я насчитала больше 50 разных совершенно. Мы в 2011 году сделали, наконец-то, в Самаре свое первое ратное дело, причастностью к которому я, конечно же, горжусь, и до сих пор наш фестиваль как бы растет и развивается. Я ввиду удаленности и, в общем-то, того, что наш клуб и так замечательно справляется, помогаю уже только непосредственно на самом фестивале, к организации там практически не имею сейчас отношения, но это наше такое общее детище, и ни одного фестиваля, кажется, я не пропустила. В временах и эпохах с 2011 года тоже я участвую как соорганизатор, и, конечно, это очень многогранный процесс. Я думаю, про это можно отдельно, если честно, 2 часа я могу рассказывать и про времена эпохи 2011 года, и дальше вот то, что в прошлый раз с Вальтером кратко затрагивали про 2013 год, какой-то был прорыв, по сути, в реконструкции Руси, потому что для меня было большой ответственностью, что именно мне дали всю площадку Руси XIII века, и был жесткий отбор. Мы тогда в комментариях списывали, что заставляли скрытую защиту лица снимать, переделывать, ну, так называемые вот эти разговоры на кафтанах. И Это мы, меня... по-моему, с Ромой Баранасом Да, заностальгировали. Я на самом деле даже не знала, что он там был. То есть как бы я сейчас знаю, как ЕСБ бойца. И когда он начал говорить, что да, он там был, я правда, как бы было очень много людей. Может быть, я его даже не ассоциирую как бы с тем, что вот он еще и реконструкцией занимался, и сейчас ВСБ. И, конечно, многие люди меня не то чтобы проклинали, но я думаю, в тот момент было много негатива, потому что, естественно, когда же модное выражение, людей выводят из зоны комфорта, все сопротивлялись, не хотели, но когда мы смотрим фотографии, потом было понятно, что это, конечно, было, ну, все было не зря. Стоило того. Да, и, ну вот, в общем, мы про времена эпохи могу много говорить. Тоже с 2012 года я делаю в Ульяновске фестиваль «Волжский путь», который сначала проходил на одной площадке Ульяновской области, сейчас на другой площадке Ульяновской области. Традиционно он проходит в июле, обычно первые или вторые выходные. Часто это совмещено с моим днем рождения, поэтому я достаточно часто в Ульяновской области справляюсь в свой день рождения. И, конечно, ну, у нас такой и домашний, и свой, он с 9 по 13 век. Ну, в общем, вот то, о чем, опять-таки, тоже мы в комментариях прошлого стрима говорили, что различий не так много для того, чтобы разделять часто это на отдельные фестивали, потому что для Living History фестивали 9-13 век имеют очень много схожего в быту, в костюме и в доспехе. И, наверное, то, чем, сказать, я горжусь, опять-таки, одна гордыня просто. 4 года назад в Гнездово я побывала по приглашению, там мой в Ульяновске друг Сергей Гаврилов, ну, как бы долго рассказал мне про Гнездово, что надо туда съездить. Мы поехали в 2015 году, и на месте, где, собственно, самый крупный археологический памятник Руси, ну, и Руси вообще, как бы, проходящие тогда на вот этом пути историческом, с огромным 2500, по-моему, гектар, и огромное количество могильников, находок и прочих. Но фестиваль в тот момент представлял из себя, в общем-то, не очень такое зрелище, потому что на тот момент не было организаторов, насколько я понимаю, из общения с музеем Гнездова. И мы с ними пообщались после фестиваля. Ну, то есть там, как многие нормы историчности, костюм, все говорят, что место святое, то есть там в Гнездово все дышит вот этим духом истории, знаешь. В реконструкции мало, точнее, ну, не очень много мероприятий, которые проходят на действительно значимых исторических местах. У нас, в принципе, в России не очень хорошо с историческими такими местами, потому что в отличие от Европы, где очень много замков, укреплений, таких деревенек, поместьй, знаешь, где можно в каждом втором городе с его историей проводить исторический фестиваль, у нас не очень хорошо с крепостями и прочим. У нас вот есть, собственно, Изборская крепость, которая представляет из себя археологический памятник древний. Ну, в Дербенте у нас не проходит никаких мероприятий, хотя там классная крепость.
есть вот Куликово поле, которое проходит... Ну, есть мероприятия, но очень большое количество мероприятий, которые проходят так, в чистом поле или как бы просто ни к чему не привязанное. А Гнездово, оно само по себе очень сильное место. То есть там даже может фестиваль никакой не проходить, туда просто приезжаешь, и ты кайфуешь от этого. И меня пригласили быть там организатором. Сначала, опять-таки, было достаточно большое количество сопротивления, потому что люди, привыкшие ночью под гитару в свете электрического фонаря с картошечкой, водочкой, селедочкой как бы петь песни гражданской обороны, как-то не очень приветливо встретили инициативы по внедрению, да, историчности, каких-то новых там конкурсов. Ну, много было, то есть про это тоже можно долго рассказывать, нововведений. И сначала у нас, когда я вот приезжала в 2015 году, там были какие-то там типа 4 пятерки вышли на бои. Я правда тоже могу ошибиться в числах, но было очень маленькое количество бойцов. И мы поставили себе целью тогда с музеем-заповедником, с представителями, с директором, замдиректором музея, что мы сделаем это уникальное место, сделаем со знаковым фестивалем, на которые люди сами захотят ехать, и мы ограничим еще количество участников. Не просто как мы будем думать, как к нам поедут, а мы еще и сделаем так, что он будет условно, ну, не слово элитный, я не знаю, как сказать, такой, ну, особенный, для того, чтобы люди хотели поехать в это место и ассоциировали еще не только с памятником, но и с классным фестивалем. И я думаю, что за 4 года, как бы не на следующий же год, опять-таки, это долгая была работа, но за 4 года, я думаю, что нам удалось это сделать. И не я одна это делала, целая группа людей, все помогали, сами участники. Многие, кто приезжал, говорили очень добрые, теплые слова. И сейчас вносит свой вклад в то, чтобы развивать фестиваль дальше. Вот это мероприятие, оно и очень душевное за счет места. И то, ну, которым, наверное, в организации которого я горжусь. Я сейчас боюсь ошибиться, вы не подумайте, что я просто со своей колокольни. Ты идейный вдохновитель этого, получается? Нет, фестиваль проходил и до меня Ага. там. Фестивалю 8-9. Я правда, тоже могу ошибиться лет. Просто там изначально были какие-то одни организаторы, потом что-то не получилось. Но всегда на таких местах, как музей-заповедник, конечно, он принадлежит, условно, авторские права, назовем их так, Ну да. принадлежат музею-заповеднику. Потому что это их Там не может не происходить что-то. Да, но и условно это их фестиваль, их-то авторские права на этот фестиваль, их место. И вот, но они доверили мне делать историческую всю часть, там есть еще фольклорная часть, еще, то есть он такой достаточно большой. Я поняла, да, все. Извини, я просто заслушалась тебя и забыла, с чего мы начали. Теперь мне захотелось там непременно побывать, потому что наслышана, и ты рассказываешь так теперь вообще. Друзья, мы с Софией можем беседовать очень долго, мы и так можем делать. Пожалуйста, не забывайте писать вопросы, комментарии, да просто там, я не знаю, жмите какие-нибудь кнопки, просто обозначайте присутствие, нам будет приятно, то мы тут вдвоем как-то заболтались. Вот. Да. И он когда проводится, Гнездово? Он проводится у нас или первые, или вторые, по-моему, выходные августа. Там 7, 8, 9, 10, 10, 11, вот эти обычно числа августа. И в этом году он в подвешенном, да, состоянии? Как я сейчас... Пока, к сожалению, из-за эпидемиологической ситуации пока непонятно, но я думаю, как только станет известно об ослаблении вот этих карантинных всех мер, и станет понятно, что, возможно, сначала в июле, такая же ситуация у меня с Волжским путем в Ульяновской области, а потом в августе с Гнездова. Как только станет понятно, мы начнем и там принимать заявки. Уф. Вот ты затронула тему такую, что надо иногда побыть плохим полицейским, но результат того стоит, там, да, кого-то наругать за какие-нибудь не те разговоры там или скрытую защиту и прочее. У нас та же ситуация в ВСБ, перекликаются очень вот эти вот эмоции. Кто-то недоволен тем, что затягиваются, господи, как сказать-то,
гайки затягивают в плане допусков. Но когда ты видишь 2 строя, там 150 на 150 рыцарей, совершенно вот прекрасных, изумительных, допущенных, блестящих, у которых не мотается бармица, как этот клок чего-то непонятного, которое только что достали из болота. В общем, это, конечно, вот действительно видишь это и понимаешь, что все вот это стоило того. И люди, которые выдерживают потоки там какого-то негатива из-за того, что ж вы такие ироды, не пускаете мальчонку, там вот что было, то собрал. Всё-таки Да-да-да. действительно стоит. Так, привет еще раз всем. У нас есть живые люди на трансляции. Я ничего не вижу, поэтому я потом, видимо, буду пересматривать сама себя. Ну вот из приятного тут слушают, здороваются. Привет, девы войны. Ну, привет. Альфия, не парься, ты все равно солнце русской реконструкции, говорит тебе Рафаэль Гукасов. Вот. Борислав Тимошкин, приветы. Привет, привет. Так. Постоянные наши зрители. Уж не знаю, что там Чибис товарищи, знаю, что они всей толпой хотели сегодня смотреть, видимо, с какого-то одного источника. Вот. Хотела еще спросить такой момент. Был эпизод, где вы играете в футбол. Меня вот зацепило это. Насколько часто вообще такие увеселения для женщин проводятся на фестивалях? Или это был какой-то единичный случай? Часто проводятся, конечно, все стараются придумать для... это ролик с Русборга прошлого года. И там на 0,2 доли секунды где-то мы тоже есть. Ап! Вот там сейчас вы. Ну, почти. Да. Я помню, был еще где-то этот момент. Это между красивыми кадрами и мужскими боями. Ну, вообще, на самом деле, там ролик был минут на 15, конечный такой, это промо, а был еще ролик очень длинный. Там уже было больше моментов, таких разных, прикольных. Но эта нарезка, конечно, я прям люблю ее пересматривать, она такая душевная. Девушки бегают с руками за спиной, почему так? А это ирландский футбол, потому что, да, там правила такие, что с руками за спиной, за пояс нужно заткнуть руки, и, соответственно, забить мяч между двух копий, в ворота, которые обозначены 2 копьями, там стоит вратарь. Вот. Я участвовала 2 раза, и оба раза наша команда выиграла. Совпадение, не думаю, да? Спрашивают, какая этимология у слова «разговоры», почему они так называются разговорами? Слушайте, там была какая-то... Меня спросили, и у меня сейчас это вылетело из головы. Там было связано с 17 веком что-то, почему это называется именно так. Сейчас уже от этой моды отошли и стараются не называть. Просто вот это украшение кафта. Вот. Поймал. Вот. На самом деле, мы вернемся к разговорам. Футбол достаточно жестокая вещь, потому что, я думаю, Марина, не мне тебе рассказывать, как сурово бывают женщины в бою и когда им что-то нужно. Ну, когда они весь день там пахали за 4, и потом им дали возможность порезвиться, наконец, естественно. Мне, кстати, здесь и в предыдущий раз, наоборот, как раз-таки ставят на 9-10 утра. И если бы моя подруга Аня не разбудила меня, позвонив мне по телефону в 9 утра. По телефону. Где? Мы же собирались играть в футбол. Я такая... Хорошо. Собрала себя в кучу, и мы... Потому что и процесс достаточно длительный, во-первых, и, в общем-то, нужно пораньше, потому что обед сам себя не приготовит. Поэтому... Но этой победой тоже это было... Я иногда лежу, правда, знаешь, когда это вспоминаешь что-то, потому что все команды были очень сильные, и девчонки в Москве меня звали еще на тренировку. Я не тренировалась с предыдущего года, где мы играли и тоже выиграли, но получилось так, что мы выиграли, потому что 2 раза я в последнем пенальти, в общем, забила. То есть мы шли всегда равные.
И потом, если команды не забивают или у них счет равный, то назначается серия пенальти, нужно, соответственно, пробить, ну, поворот. Ну, в общем, как обычно, все как примерно, условно, как в футболе, но расстояние, конечно, гораздо меньше. И вот просто я как-то сосредоточилась, поняла, что надо делать, хотя потом меня упрекали, говорили, что нужно было сразу говорить, что ты там профессионально где-то занимаешься. Ой, конечно, да. Что Ну, ж. правда, вообще. То есть ты вспоминаешь не все свои там выигранные дела, какие-то там Да. сложнейшие моменты организационные, что ты помнишь, как ты забила пенальти. Это очень мило, мне кажется, очень хорошо. Просто это было так круто вообще. Ты знаешь, я и волнуюсь в такие моменты всегда гораздо сильнее, чем в судах и еще где-то. Мне говорят, что у меня нервная работа, и на самом деле это так. Но обыски, допросы, они как... Я к работе никогда практически не отношусь с нервами. То есть мне сложно объяснить психологически этот феномен, но даже когда, не знаю, мы на какой-нибудь очной ставке находимся, всегда у меня какая-то холодная голова, и я представляю, что я хочу сказать, как. У меня есть какая-то стратегия, в голове план, там есть объем знаний, который у меня уже есть в голове. И, в общем-то, меня сложно заставить волноваться на работе. Но моменты в реконструкции вызывают мое подлинное волнение и такие эмоции, которые... Нет, конечно, когда дело выигрываешь, или там что-то такое происходит, или там человека в суде отпускает, безусловно, тоже огромные эмоции. Ну вот вовлечение это как-то более открыто может быть все, поэтому да, такие Мы моменты. готовы тебе подарить еще более сильные эмоции. У нас тут как раз вакантные места в команде. Мы одно твое платьишко какое-нибудь старенькое продадим, оденем тебя в доспех полный. Вот, и мне кажется, откроем для тебя прекрасный мир бугуртиков профессиональных женских. Я об этом думаю, если честно. Ты знаешь, ты опасный А человек. я что? Я ничего, я так это сижу на кнопке, жму просто и все. До свет. Шантаром, что одно из самых уникальных свойств человека — это умение слушать. В него вот влюбляешься. Поэтому ты вот умеешь уникально разговорить человека до такого состояния, что тебя уже обожаешь, потому что тебе хочется говорить, и всю душу свою рассказать. О. Подноготный. Ты хороший, нет, ты хорош, нет, ты. Это у нас и до конца стрима сейчас начнется. Тут вопрос от Лены Рябовой. Альфия, на какой ты фестиваль бы... Так, на какой фестиваль свой, где ты организатор, поехала бы зрителем? Вот вопрос такой. На гнезда. Я очень хочу, чтобы вот приехать и сходить на экскурсию, которую проводят наши ученые по курганам, на которой я была только в 2015 году, чтобы послушать внимательно. Хотя нет, Сергей Юрьевич как-то отдельно, я помню, для нас, то есть были участники, с которыми я, как обычно, не сходила, тоже была занята, и Сергей Юрьевич проводил такую индивидуальную экскурсию, мы ходили по разным курганам, раскопкам, это было круто. А в этом году я еще в экспедицию ездила, тоже посмотреть еще вживую, как это все происходит. Но я говорю, за счет места вот там, наверное. Энергетика и вот это вот. Ну да, именно чтобы в голове было ощущение только места, фестиваля, ведь вот не бегать там с организацией пира, нарезкой колбасы, и того, что у меня цыгане тут там пришли с балалайкой, пытаются в чью-то палатку вломиться, и нужно ментов вызывать, чтобы для других участников не беспокоить. Это краткие будни организатора. А хочется на пиру, чтобы там какой-нибудь там тост, музыкантов послушать. В общем, да, очень бы хотелось. У меня вот вопрос, какую эпоху ты бы хотела еще зацепить, добавить какой костюм к своему гардеробу, который ты еще не пробовала? Я думаю, Рим. Хочется очень красивую прическу, потому что в большей части эпох волосы покрыты, и плюс у меня нестандартный цвет волос, в общем-то, это тоже за что я иногда получаю. Потому что, например, для Италии 15 века голова тоже не покрыта, но у меня специфический сейчас цвет волос. И вот в Риме можно сделать классную прическу, косичечки, там все такое струящееся, и украшения очень красивые есть тоже. И еще винишко. Это, конечно, да. И рабы, да. Ну, ты, естественно, знатной римлянкой бы
поехала бы или участвовала. Ну, я Правильно? думаю, знаешь, было бы интересно, кстати, вот говоря не про эпохи, а, наверное, интересно сделать что-нибудь уже посуду помыть можно. А, нет, кому я вру? Давай вырежем этот кусок потом, ладно? Нет. Извиняюсь. Так, ну, что? В общем, я много чего спросила тебя. Даже не знаю, сколько мы уже сидим-то. Сейчас. 2 часа мы сидим, да. Друзья, вот сейчас самое время начать задавать вопросы, если вы хотели и боялись перебить, или заслушались, или что-то еще. Я только хочу спросить такой, ну, наверное, часто тебя спрашивают, насколько часто к тебе обращаются из движения по профильной твоей профессии. Часто У спрашивают. тебя вообще остается работа, кроме этого? Какая-то, Я делаю это в свободное от работы время. О, боже мой. Спрашивают много, часто стараюсь, наверное, иногда даже, может быть, не очень хорошо, когда я пишу сначала, что что-то посмотрю, мне не хватает на это времени, иногда я не успеваю людям до конца ответить на что-то, правда. За мной есть такой грех, что я иногда не могу прям сразу сказать, там, типа, нет, я там не займусь, это не профильная тема, хотя иногда я беру себя в руки и отвечаю так, потому что действительно в юриспруденции очень много вопросов, в которых я никаким образом не касаюсь. Но там, где я могу помочь советом, поговорить, в общем-то, достаточное количество дел разных я вела, совершенно неосвещаемых и далеко, ну, в общем, когда люди и не хотели никак это освещать и оглашать. И, в общем-то, 90% моей работы не должно никак быть, в общем, освещенным где бы то ни было, потому что это личные вопросы, иногда это семейные вопросы, по понятным причинам остающиеся закрытыми. Просто консультации по оружию, конечно, очень много всего было сказано, сделано, проконсультировано. И не успела я даже, к сожалению, вот из-за того, что и много работы, и организации фестов, и еще нужно успевать чем-то заниматься, не успела я не в тот момент сделать такие. Просили, были идеи сделать и видеоролики с инструктажами, и какие-то краткие аннотации, записки, схемы. В общем, очень много проектов, которые остались проектами. Вот. Мгм. Но да, обращаются много. А вот организаторам что ты можешь посоветовать из своего организаторского опыта, и из опыта основной работы? Как вести, как не знаю, свое мероприятие вот прям грамотно подать, вот что-то такое, чего надо делать, чего не надо делать. Но про это же можно очень долго говорить. Я хотела методичку для организаторов даже написать, потому что, конечно, это очень по-разному, когда ты делаешь мероприятие в не самом крупном городе на 100-150 человек, и когда ты, например, в составе организаторов делаешь времена эпохи. Например, это совершенно разный масштаб, уровень взаимодействия, деятельности и прочего. Я думаю, что я посоветовала бы, вот даже спасибо за вопрос, который меня натолкнул на эту мысль, я бы посоветовала организаторам делать свой фестиваль так, чтобы им самим хотелось поехать туда участникам. Потому Отличный что совет. я знаю людей, которые недостаточно внимательно относятся к организации и ездят притом на другие мероприятия. Я думаю, что вот так вот. Если прям краткое словоблудие все свести, я бы советовала объективно иногда смотреть на какие-то вещи. И если ты реконструктор, именно вот этим внутренним ощущением реконструкции, потому что это важно. В огромном количестве мероприятий, которые часто ориентированы на зрителей, а не на внутреннее развитие реконструкции, в большом количестве показух и прочего. Если мы делаем, важно ориентироваться вот в этих, во-первых, вещах, для кого это мероприятие. Если это мероприятие для зрителей, возможно, этот совет не работает. То есть нужно, если это фестиваль ориентирован на зрителей, нужно делать фестиваль так, чтобы ты хотел бы его посмотреть зрителям.
То есть не ориентируясь там на какие-то, может быть, реконструкторские ценности, но при этом совершенно другие там карты в игру входят. Если мы говорим о том, что цель — это living history, реконструкция и какое-то мероприятие классное внутреннее, то вот внимание к деталям, к мелочам, ну и планирование все решает. Ну, в общем, в идеале хороший организатор должен быть сам из движения, он должен всю эту кухню на личном опыте прочувствовать, прощупать, и потом уже получается так. Да, и из движения иметь команду, на кого опереться, уметь делегировать полномочия, внимательно относиться к деталям, планировать все до мелочей и иметь очень крепкие нервы, потому что истерия и хватание за голову еще не спасли ни одно мероприятие. А вот как было в фильме «Шпионский мост», когда адвокат спрашивает своего доверителя, говорит, ну там, он говорит, что вам там светит смертная казнь. Он такой, ну, хорошо. Говорит, и вы совсем не волнуетесь? А что? Это на что-то повлияет? Не быть мне организатором, я поняла. У тебя вопрос, есть ли смысл спрашивать тебя про перспективы Росрекона? Ты как-то относишься к этому? Или это не к тебе? Больше, я думаю, не ко мне этот вопрос. Я не знаю даже сейчас как. Если ответить честно, не вижу перспектив, потому что те задачи, которые изначально озвучивались, и достаточно громкие цели, на мой взгляд, сейчас уже не преследуются. Я не очень понимаю, что там внутри происходит. В общем-то, частично и поэтому я сложила свои полномочия как исполнительного директора. Не знаю, что там будет дальше, чьи интересы будет представлять эта организация. По крайней мере, вот на внимание широкой общественности какие-то такие вещи не выставляются, то есть широко не озвучиваются. И в том числе поэтому я не знаю, где взять эту информацию. Из того, что вот было видно за прошедшие там, 1,5, даже чуть больше года, я как-то не увидела реальных результатов. Может быть, я не права, не знаю. Как бы время, чаще всего показывает время, но хотелось бы, наверное, больше прозрачности от любой организации. В общем-то, мы даже сделали с некоторым количеством организаций свое некоммерческое объединение, оно называется «Союз создателей исторических проектов». Мы пока широко и не освещаем, не зазываем никого особо. Это именно союз, как с точки зрения такой ассоциации. Союз — это одна и та же юридическая форма. Помогаем там, ребятам и друзьям, которые обращаются за какой-то помощью. Будем еще проводить некоторые мероприятия. Вот я этой деятельностью занимаюсь, но пока, так как каких-то громких результатов, в том числе с вопросом, который был связан про музей-заповедник Гнездово, от имени этой организации я обращалась и писала письма. Сейчас как-то все немножко утихло, но надеюсь, что в дальнейшем, если будут еще сложные вопросы, в том числе связанные с юриспруденцией, потому что это моя профильная тема, мы сможем задействовать вот эту некоммерческую структуру для решения каких-то задач ребят, которые ко мне в том числе обращаются за помощью. Кажется, мы сложную хоть тему подняли прямо сейчас. Все, что мы скажем, будет использовано против нас. Давай футбол досмотрим. Женский. Я хотела еще спросить, не успела, почему? Вау, какая красота! Выиграли. Почему ирландский футбол для женщин Почему ирландский, короче говоря? Легенда гласит, что его придумали в Ирландии, наверное. Почему такой формат был? Ни кила, например, ничего. Вот именно ирландский футбол для женщин. Это очень давнишняя тема на Русборге в целом, очень давно проходит. Как-то вот так вот повелось. Вот было сейчас лапту, по-моему, в прошлом году первый раз лапту начали проводить.
Хотя я, например, давно интересовалась про это, просто она не так наглядно и со стороны для зрителей, например, лапта, вообще не очевидно, непонятно. То есть это выглядит, как кто-то бьет по мячу, а потом все вот так вот туда-сюда бегают. И раз, 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 раз. И зрители обычно такие стоят, как бы участники-то не с первого раза въезжают, а для зрителей, в общем, совсем. А здесь все просто. Футбол раньше еще и на ладейном поле, и на разных были эти битвы мокрыми тряпками на особо жарких фестивалях есть. Там тоже жестокость женщин не знает границ. Но здесь вроде и физически что-то мы делаем, и весело, и при этом это, ну, для этого не нужно быть ремесленником, проводить мастер-класс, уметь шить. Я вот не умею шить, например. Инсайт такой был. Можно просто бегать и пинать. Света говорит, давай Молли Малон. Росбург. Что там в итоге с Росбургом-то? Перенесли его? Я слышала, что это одно из таких мероприятий, которые до последнего держались в условиях вот сложившихся там коронавирусов и массовых отмен. Ну да, и насколько я знаю, официальной информации еще нет. Но мне, конечно, кажется, что ну, с этой ситуацией, которая сейчас есть, все массовые мероприятия на мае не то, что могут, ну, должны быть отменены, очевидно, потому что большой риск, и, в общем-то, у меня есть знакомые знакомых с вирусом, которая, как бы, ну, информация такая, это для любителей теории заговора, о том, что там это все не по-настоящему. Ну, у меня два последних вопроса. Почему арфа? Ну, когда я только пришла в реконструкцию, я услышала Хиловису, и она же играла на арфе. Ну, потом чуть-чуть не в третьем еще году, да. И мне очень хотелось сыграть когда-нибудь самостоятельно «Двери Тамерлана». Это одна из моих любимейших песен. Она играется на арфе, и мне очень хотелось сыграть ее. Я еще когда в Самаре... Я окончила музыкальную школу по классу скрипки, я 9 лет играла на скрипке. И потом я очень хотела научиться на арфе, но в Самаре просто никто не учил играть на арфе. Просто их не было. Я даже узнавала. Вот. А потом, когда я уже освоилась, скажем так, в Москве, и, по-моему, даже в 11 году я первый раз попала на фестиваль «Кельтская арфа», и это был первый как раз и первый фестиваль, и я первый раз попала в него в Москве. И там я начала спрашивать у девочек, как бы у кого можно было бы поучиться играть на арфе, потому что я очень хотела это делать. Этот инструмент соответствует какой эпохе? Надо ли вот, играя на нем, по-твоему, соответствующе одеваться? Я читала целую статью историческую о том, как произошла и с какого периода известна арфа, и вот там были сведения о том, что на скале был рисунок, датированный 9 еще веком, где сидел музыкант, у которого был инструмент, похожий на арфу. То есть там была такой, ну, одна полосочка, соответственно, с изгибом, струны между ними. И, соответственно, что арфу можно датировать, начиная с 9 века. Вот. Что, в принципе, подводит нас к тому, что отношение к музыке в реконструкции компромиссное, потому что очевидно, что реконструировать музыку полностью невозможно. Есть только мелодия, это фольклор, это как бы не той степени достоверная реконструкция, как мы хотели бы считать. Но здесь большая доля вероятности, что это арфа один из... Но не в таком, конечно, виде, как была на фотографии, то есть, потому что здесь металлические струны, здесь есть леверсы, которые поднимают на полтона звук. Соответственно, жильные струны или металлические такие... Ну, в общем, есть и металлические из других материалов струны, из которых делаются, и звук по-другому, конечно же, регулируется. Но, в принципе, ее использование возможно. Ну так ты научилась в итоге «Двери Тамерлана» играть? Не совсем. Вот у меня к вам обоим, вот Сергей Витальевич с баяном и Альфия с арфой. Сергей Витальевич учит лезгинку уже который год. А тебе, значит, надо «Двери Тамерлана». А потом мы все вместе собираемся и начинаем... Я вас приглашаю в банду «Не в попад бенд».
Мы садимся, делаем крутейший музыкальный стрим, и все в восхищении, вот, зрители в восторге и все такое. И всем приходится быть в восторге, потому что Сергей Витальевич, если что, мечом по голове, я засудят, да, как бы, поэтому все таки да-да-да, это просто великолепно, только не играйте, пожалуйста, больше. Ничего, ничего, сейчас это раскачаемся, у нас должно быть что-то получаться. Ну, надо чем-то заняться в самоизоляции, и мы потихоньку тоже пробуем сейчас сводные такие. Сейчас модно стало, ну как, просто единственный возможный вариант сведения музыки каждого отдельно взятого музыканта на его инструменте, голосом там и так далее. Есть у меня вот тоже, от меня инсайт, есть такой проектик небольшой, пробуем сейчас. Вот, и заключительный мой вопрос, там, дорогие зрители, мы закругляемся, если что-то не успели спросить, вот сейчас ваш шанс. У меня традиционный вопрос гостю, за что можно полюбить историческую реконструкцию? За многогранность и за людей. Ну, про многогранность мы сегодня говорили много, просто она бесконечная. Это увлечение с бесконечными подвидами. И за людей, которых таких же многогранных, как само увлечение, ты здесь встречаешь, из совершенно разных профессий. У меня, конечно, нет розовых очков, и далеко не все люди замечательные и восхитительные, но те, с которыми близко общаюсь и встреченные в реконструкции, причем многие, точнее, несколько моих близких друзей, с которыми мы общаемся хорошо, мы познакомились благодаря реконструкции, несмотря на то, что они уже ею не занимаются, мы очень хорошо дружим, и, в общем, за это тоже спасибо реконструкции, потому что она нас познакомила. Здесь очень развита взаимопомощь, несмотря на разные хайпы, срачи и вот это вот все. В общем, за многогранность и за людей. Это тост такой в конце. Ну, хорошо сказал. Мне кажется, у нас сегодня настолько мимимишный стрим получился, что сейчас там все пытаются непременно после стрима пойдут какую-нибудь кровавую, не знаю, стрелялку компенсировать. Марин, Да. расскажи ты мне еще. Ты вот мне тут... Что нужно, чтобы попасть в СБ, кроме конкурса костюма? Желание. Ну, средства определенно нужны, конечно, особенно если ты планируешь в перспективе заниматься, ну, не сказать, что профессионально, да, на хороший уровень турниров хочешь выходить, ну, сама понимаешь, сейчас уже стали уделять внимание внешнему виду бойца, его там защитной экипировке более продуманной. Вот, поэтому надо быть готовым вложиться в это. Ну, у тебя с этим проблем нет, я как говорила, в крайнем случае продадим костюм какой-нибудь. Вот, и ну и желание тут все, собственно. Ходишь, тренируешься, как это обычно и бывает. Если у человека нет желания, он не добивается. Если у него есть желание, он, несмотря ни на что, сделает все возможное, чтобы попасть на пески битвы наций и посражаться там за свою страну. Ну, это у кого какая мотивация, в общем. Вот. И я тебя уверяю, там тебе никто не скажет, что ты Альфия, сражаешься за Россию. Я первому мужу такому дам в пятак. Вот. Ну и тренироваться, естественно, надо. Но это все уже средства достижения, которые, в общем, совершенно не проблема для человека с большим желанием. Вот. Я вашими боями вообще восхищаюсь, всегда смотрю, болею, я такой, ИСБ дает мне отдушину в виде болельщика, мне так нравится смотреть вообще на то, что вы делаете там. Я даже на последнем реконе двух очень давнишних ронятников, как это сказать, приобщила к ИСБ, то есть люди, которые очень часто совмещаются на мероприятиях, но они такие, подошли просто, потому что я стояла, смотрела бои, боярда рядом с ресталищем, они там подходят ко мне и такие, пойдем там к нам. Я говорю, смотрите, подождите, сейчас вот, это вот наши там бьются. Они такие, ой, боже, что, правда? Прям палкой по голове, что ли, бьют?
Там никого не убили еще? Что он, смотри, он не шевелится, кажется, лежит. Такие непосредственная реакция от реконструкторов при соприкосновении с СБ была. Но потом мы постояли 5 минут, и они такие: да-да-да, а когда там следующий бой у них, мы еще сейчас постоим, да, нам понравилось уже смотреть. Но интереснее всего, когда ты начинаешь разбираться в командах, разбираться в бойцах и вообще. Вот, ну, наверное, это в любом увлечении так, ты хоть немножко начинаешь входить во вкус, ты открываешь для себя все новые грани, и уже тебя сложно за уши оттащить от этого всего. Так, наверное, в любом деле, собственно. Поэтому мы тут с тобой сидим, что-то распинаемся, кому-то рассказываем. Нет-нет, да какой-нибудь человек заинтересуется, он действительно, ну, залипнет, скажет: куда вы дели бусики, я хотел еще посмотреть там. Ну и вот это первый шаг на пути к заболеванию этим делом. Не самым, надо сказать, плохим, чем может заниматься человек. Да-да-да. Ну, собственно, вот. Мы с тобой прям хорошо поговорили. Вообще, обалдеть, время пролетело. Вот тут. Ой-ой, уже 0:05, ёшкин кот. Друзья, мы, наверное, больше не будем так занимать ваше время, не будем мучить Альфию. Я-то... Ладно. Вот. Спасибо тебе большое, что согласилась на стрим. Мы тебя тоже очень любим. Вот. Надеюсь, вскоре разрешится ситуация мировая достаточно с наименьшими потерями, и мы наконец все воссоединимся где-нибудь в лесах или в полях, а лучше там в Гнездово. Да. И сможем лично друг другу все вот это вот еще раз пересказать вместе с байками, все остальное. Друзья, Очень спасибо, что смотрели с нами, были, участвовали. Сегодня, на самом деле, на удивление, люди много слушали. Я видела, что онлайн не падал, просто люди смотрели, видимо, заслушивались, не хотели перебивать. Вот. Спасибо, Марина, спасибо тебе большое. Я напросилась. Нет, ну ты человек, которого нельзя не спросить, даже не важно о чем. Вот. Все, выключаю трансляцию, друзья. Не грустите, не болейте, заходите еще. Пока-пока.